Торжественно приветствую на канале Леон и Кики. Мы с вами снова отправляемся в... как они там называются? Потусторонние миры? Господи, как переводится The Outer Worlds? Я помнила, но я забыла. Ё-моё. Ну ладно. В общем, мы отправляемся в какие-то миры. Значит, из нововведений, что у нас случилось с прошлого стрима. Я хотела перепройти игру. Я ее перепрошла, чтобы там один квест, ну, спасти, короче, чувака. У нас там был заруиненный квест. По итогу я нашла секретный лаз, и я к этому чуваку вообще не подходила. То есть, по идее, он не должен быть с нами связан. Вот, но не знаю, как оно все будет. Вот, чуть-чуть зачистила карту, вот, и всякое якое поделала, поняла, что у меня не хватает очков, надо качаться усиленно, как качаться непонятно, вот, ну, что-то так. Че, рулетка сбросилась? В душе не чаю, не знаю. Захотела сброситься, видимо. У меня вопрос возник, ты в Маскарад до стрима будешь играть или нет? Нет, весь Маскарад будет на стриме проходиться. А что такое? Так. А еще, кстати, я там получила какую-то классную броню, видимо, за предзаказ. А еще, кстати, здесь офигенское радио, но мне кажется, что оно мне будет блочить аудиодорожку. Вот, а оно такое вот в ретро-стиле. Вот, можете сейчас услышать. Ну, что-то в стиле, как у Fallout. Вот. Но что-то это... Мы сейчас его, наверное, отключим. Не хочется, чтобы на Ютубе нам блочили записи. Так, это мы закроем, а это мы откроем. Так. А как теперь радио отключить? Ядрен батон, а? Оу, щет. Карта, дневник. Вот, видите, я вот чисто по берегу побегала, тут пооткрывала всякое. Вот, у нас осталось 4 квеста. Вот, вот, вот и вот. Это в основном все квесты, на которых мы закончили в прошлый раз. Так, триплинок какой-то у меня тут появился. Он 65 дамажит. А сколько ножек? 21. Он медленнее, чем нож, да? Вот, короче, у меня, смотрите, вот такая вот палка теперь с луной. Я могу ей дубасить по голове. Мне всякое оружие понавыдавали. Но больше всего мне понравился дробаш. Вот, плюс я его чуть-чуть проапгрейдила, чтобы можно было перезаряжаться, пока я бегаю, потому что без апгрейда это недоступно. Вот, и дробаш нормально дамажит. Так. Ну вот тут всякая яка... самое главное, блин. Короче, был один побочный квест, я на него случайно вышла, но я его сделала. Короче, мы нашли здесь убежище этой девки, которая нас предала. Вот, она там говорила про свое задание, вот, она была удивлена, что никто ничего не заподозрил. Вот, кстати, радио. Все, мы отключаем. Вот, она была удивлена, что никто не понял, что она наделала. Вот, как-то так. Что прокачала по навыкам? Так, по навыкам. Я сделала вскрытие замков 5. И дальше я решила везде по единичке раскидать. Но я поняла, что мне очень сильно нужна инженерия на 3. Так что в ближайшее время мы апнем инженерию на 3. Вот. Но пока что все в вскрытие замков. Пока что да. Но у меня, видишь, хорошо, что у меня гениальность. И мне дают по 2 очка за уровень. Так... Мы идем сюда. А куда мы идем? Так, найти данные об умственной реабилитации. Это задание от мэра этого города. Ну, идемте туда тогда.
Подождите, а это прям главный-главный? Господи, где? Так, проникните на станцию Глаз. Ага, главное это вот это. А мы сейчас на побочку идем. Окей, пойдем. Да, точно. Мы пойдем на побочку от министра или от мэра, кто он там, я даже не знаю. И он сказал, что за помощь он нам нас пустит в этот самый солдат Фолкнер. Если увидишь дронов, сбивай их без зазрения совести. Эти дроны больше не потревожат ни одного жителя Фэрфилда. Это лучшие новости, что я сегодня слышала, черт возьми. Не забудь награду в разыскном терминале. Я вспомнила, стоп. Мне же нужно оформление сделать на... Ай-яй-яй-яй, оформление, срочно. Блин, модераторы не напомнили, сучки. Так, сейчас, подождите. Так, если что, напоминаю, что ключ был подарен мне Xbox'ом. Вот. Xbox give me the code. Так, и мне нужно вот это, наверное, здесь добавить. Gifted by Xbox. Так, мне... Ой, блядь, как я могла про это забыть? Так, только у меня вопрос. Мне, кажется, раньше нужно было это писать в чат. Сейчас, подождите, мне надо это все перевести. Угу. Ну, получается, вот так. Я думаю, будет, наверное, достаточно, да? Там или я сделала и то, и должно быть ок. Хреново. Блин, просто раньше было правило, что мне нужно было что-то в чат писать, если я не ошибаюсь. Но я не помню, что. На улице дождь, что ли? Блин, не могу найти, не могу понять. Вот это, да, во, все, спасибо, Лёш. А это надо в чат команду, типа, что ли, писать? Или нет? Или да? В Муботе была такая команда. Ты можешь ее активировать? Пускай она там периодически квакает, если что. Так, на Ютубе я вроде добавила в описание. Так, что тут? Забираем. Так. Единственное, блин, почему они первую планету сделали такую цветастую? Это просто жесть. Тут даже, посмотрите, какая радужная трава. Прям хочется блевануть радугой немножечко. Ну, типа, слишком цветастая. Чего? Кто? Дроны? Что-то громко, не?
Ой. Тут еще классно, что на мини-карте показывают, короче, где кого надо полутать. Чтобы не бегать, не искать каждый труп. Вот, очень удобно. Так, вроде все. А еще, кстати, я, короче, прокачала себе способность. Сейчас покажу. Так, а где те, что я взяла? Блин. Блин, нет, а где оно? Короче, оно вот здесь в способностях. Ой-ой-ой, сейчас. А, вот, куплено. Сейчас чихну. Сейчас чихну. А, нет, слышишь, Лёш, это не та команда. Та команда нужна, если... господи, если я играю в игру по геймпасу, а я не по геймпасу играю. Поэтому мне просто нужно вот это вот гифтбокс... Ой, господи, гифтбокс. Gifted by Xbox. Вот, ту команду отключай. Все, я вспомнила. Короче, у меня здесь есть охотник за сокровищами. При обыске контейнеров вы иногда можете получить в награду бонусные биты или материалы для создания предметов, а здесь это очень нужно. И мусорщик. Автоматоны всегда роняют дополнительные материалы для создания предметов. Вот. Я еще думала, что оно дает плюс к очкам, там, типа из серии за инженера или наблюдение, но нет. Это типа из серии то, что если у тебя есть одно очко, ты можешь вот это выучить. Как исследование инопланетных просторов проходит, как игра. Хорошая. Игра, даже не то, что хорошая, игра реально суперская. Вот она прям РПГ до мозга костей. Здесь очень много текста. Это, конечно, немножечко смущает, но это РПГ. Вот. А так, в целом, все супер. Ну вот вообще, вообще никакой подоплеки нет. Игра прям очень годная. Так, мне надо туда, да? А, еще у меня была побочка, я получила... Слышите вот этот звук? Это я когда прыгаю даблджампом. Сейчас, подождите. Где они? Вот он. Тихо. Килься. Так, одного убили. Второй. Где второй? Так, о чем я говорила? Я забыла, о чем мы говорили. Даблджамп. Короче, у меня был квест, где я случайно нашла, короче, чуваков, и у них там этот прыгнул с высокой точки. Сопартиец, скажем так. И он думал, что он сможет летать. Но на самом-то деле эти типа штуки дают двойной удар. О, господи, двойной удар. Двойной прыжок. Вот, но прикольная штука. Единственное, звук у нее не совсем приятный. Нет, есть один минус у игры. Есть. Короче, здесь почему-то NPC не реагируют, когда ты заходишь в их дом, или даже если ты что-то воруешь. Я, короче, вчера случайно что-то своровала в доме. Случайно, чат, случайно. Я не хотела, я что-то случайно своровала. И на меня вообще не обратили внимания. А я даже без скрытости была. И я такая, типа, чё?
Эту игру полностью проходим? Да. Да. Но мне кажется, она будет здоровенная. Просто жесть. А еще, кстати, я поняла приколы. Так, сейчас компактные боеприпасы. Картридж с битами. Музыкальная шкатулка. Давай. Короче, здесь есть какие-то штуки, карточки бейсбольные. Ну, это то, что в Америке, видимо, популярно. Вот они. Пичбольная карточка. И эти карточки, короче, дают плюс к статам, если ты их находишь. А они лежат в таких секретных секретках. Вот. Вот я нашла, получается, это в самом начале. Пичбольная карточка Нейтан Лоутер дает плюс 5 максимального здоровья. Вот тазбольная карточка Эва Вешбицки, порог ломки от интоксикации плюс 1. И вот пичбольная карточка Бен Гамильтон, порог ломки тоже от интоксикации плюс 1. И я так понимаю, они просто находясь в инвентаре дают мне вот плюс к чему-то там. Что они дают, я даже не знаю. Первая часть на 40 часов, полное прохождение. Ну, это говорят тоже. Многие, кто проходили первую часть, говорят, что эта игра, эта часть намного-намного лучше первой. Но я в первую не играла, поэтому не могу сравнить. Кромечка выкупает плюсы. А ты знаешь, сколько у тебя там плюсов, Кромечка? Я вот сейчас взял первую часть, давно хотел попробовать и Total War Wahoo 2. О, нормально, нормально. Ура, много текста. Это вам ура. Мне это не совсем так уж и ура. Это не Skyrim или Готика, чтобы до таких мелочей продумывать. Ну, а почему бы и нет? Это же РПГ. У тебя же вроде перк, который дает нейтралитет, если ты чего-то не так сделаешь. Помнишь, ученый в самом начале, когда ты их убила... Да, у меня есть такое. Так, вы получите бонус сопротивления урона, где размер бонуса зависит от количества имеющихся битов. Шикарно. Скорость восстановления умений напарника увеличена на 10%. Угу. Понятно. Первый раз ты брала этот перк? Так, сейчас, подождите, где тут персонаж? Сводка. Профессор. Навык медицины увеличивает шкалу интоксикации, позволяет чаще использовать медицинские ингаляторы, повышая... это точно то? Ну да. И повышая устойчивость к отравлению зиранием. Развив навык медицины, вы сможете выбирать способности, которые сделают ваш ингалятор еще лучше, позволят на время приручать существ и эффективнее использовать коррозийное оружие. Неплохо. Но получается, за профессора надо вот это? Блин, а мне надо было взломщицу походу брать. Ну ладно. Гениальная. Вы умны, способны с легкостью решать проблемы, и вам проще изучать новые навыки. При выборе навыков выберите один дополнительный навык для специализации. Специализированные навыки начинаются с 2 очками. Угу. Везучая. Вам везет. Все складывается в вашу пользу. Вероятность критического попадания плюс 5, вам становятся доступны некоторые возможности. Тщедушное, хрупкое тело. Но это не то. Так, изъяны потребительницы. Вы подтверждаете опытности подтверждение опытности наших маркетологов. Выгодное предложение и распродажи забили вашу голову до отказа, и вам куда интереснее урвать новую популярную вещь, чем заниматься финансовым планированием. Но это я все помню, это не то. Так, навыки. Нет, навыки это не то. Способности. Вот. Это, наверное, здесь. Содержимое запертого контейнера можно посмотреть до вскрытия замка. Кроме того, вы получаете увеличенный бонус к дальности поражения огнестрельного оружия. Неплохо.
Пригнувшись, вы можете заглянуть в чужой инвентарь, прежде чем выполнить карманную кражу. Вы также получаете небольшой бонус к вероятности критического попадания. Так, карманные кражи происходят значительно быстрее, и вы получаете бонус к урону от скрытой атаки в зависимости от вашего навыка вскрытия замков. Нюх. Противники на миникарте больше не скрыты завесой областью за пределами поля зрения игрока и отображаются с направлением взгляда. Во время разговора варианты, которые снижают репутацию в рамках фракции, подсвечиваются заранее. Кроме того, вы получаете бонус к урону людям. Вот это надо выучить. Наблюдение 5 должно быть, да? Вы наносите повышенный урон. У меня опять лоб начал чесаться. Да что ж такое? Господи, пельмешей, я племяшей. И я такая, что? Что ты там собрался с племянниками делать? Много с прошлого стрима отыграли? Да нет. Это логично. Должны же они были улучшить формулу. Новую часть, а то смысла в выпуске ее не было бы. Ну, не всегда кто-то что-то улучшает. Иногда кто-то просто выпускает продолжение истории. И все. Так, аварийный экран. Когда ваше здоровье достигает 25%, электрический отражатель... не, это фигня какая-то. Так, сканер слабых мест. Неплохо. Ваша энергия восстанавливается быстрее в зависимости от уровня отравления зиранием. Каждые несколько секунд урон, который вы наносите, дублируется в виде N-лучевого. Не, научное все как будто бы мне не надо. Так, а тут все стрелялское, да? Так, взяточница, чества, господи. Подкуп теперь стоит дешевле, а краденое можно продать дороже. О, это неплохо. А, вот в чем минус краденого. Его продавать дорого. В смысле, наоборот. За копейки, да. Так, космический рейнджер. У вас речевой навык. Вот это надо еще выучить. Так, тихий ужас. Шарлатанство. Талант к выдумкам. Мрачный лик. Оптовые закупки. Блин, а что? Я реально помню, что-то такое было. Но что? Хрен его знает, да? Ну ладно. Иногда с каждой части все хуже и хуже геймплей, да? Такое тоже бывает, к сожалению. Вот, но единственное, что вот реально я пока играла в оффлайне, да, зачищала карту, я поняла, что здесь вот прям для лут-гоблинов сделали прям рай, потому что здесь, если ты зайдешь в закуточек, где тупик, там тебе будет лежать какой-нибудь приятный бонус, приятный лутик, там вот это вот все такое. Так, это мы тут были. Кстати, я вам сейчас покажу, почему у меня вчера это бомбануло. Вот. Видите, инженерия. Я ничего не могу делать. Здесь очень много техники различной. Где-то нужно что-то починить, там, починить лифт, допустим, да, или еще что-то. А я не могу, потому что у меня инженерии нет. Ну, короче, прикол. А это навыки, которые у тебя уже есть, или это которые можно выбрать? Но, короче, здесь на самом-то деле я не совсем поняла. Вот эти очки тебе выдаются, когда ты апаешь уровень. Они есть всегда. А вот очки способностей я не поняла, как даются. Видишь, это все недоступные. Но они мне стали типа плюс-минус доступны, потому что я прокачала какие-то вот навыки вот здесь. Вот. Но я, естественно, взяла себе 2 навыка на лут. Блять, какой же я лут-гоблин. Это просто ужас. Это просто ужас. Как я... Вот реально, если я такой лут-гоблин в играх, почему я в жизни не лут-гоблин? Но есть же люди, которые вот это тащат все к себе домой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и плюются. Где второй? О, новый уровень, здрасте.
Так, мы берем инженерию, да, 3. Окей, принять. Так, а вот способностей нету, видите? Короче, не знаю, как это влияет, на что. Так, Майлз тоже апнул 5 уровень. Что мы можем ему поставить? Так, горой за своих. Найлз встает на линию огня противника, чтобы защитить товарищей. Враги чаще всего в него целятся. А при этом он время от времени стреляет по тем, кто не целится в него, отвлекая их. Найлз игнорирует часть брони целей и будет целиться в ее слабые места, чтобы... Ну, давайте вот это. Так, стоп. У него что-то еще. Вот здесь, да? Ага. То есть ты тут выбираешь либо между пушкой, либо между броней. Поняла. Так, у Велрича. Члены отряда, находящиеся под воздействием качества Веллери, модуль живительной инъекции, на некоторое время получают умеренный бонус к броне. Херня. Когда Веллери использует качество модуль живительной инъекции, все члены отряда, включая ее, тоже восстанавливают умеренное количество здоровья. Давай вот это. Написано же, очки способные даются на каждом 5 уровне. Да? Ну, я, как обычно, максимально внимательна. Спасибо. Ты, кстати, жопшник, я тебе сегодня писала, а ты мне не ответил, я удалила сообщение. Вот теперь мучайся, что я там тебе написала, псих. Так, кто у нас тут бежит? Здрасте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ну, ты нормально зарядишь, нет? Так, у меня закончились патроны на дробаш. Это плохо. Это плохо. О-о-о. Это очень-очень плохо. О-о-о. Так, что сюда зашла? Пушки. Так, у меня на вот эту пушку выдали патроны. Да, чуть-чуть. Был бы еще смысл от этого лута, а то во всех играх 70% хлам бесполезный, создающий эффект, что тебе дали какую-то награду, особенно это видно в диаблоидах. Нет, здесь, короче, ты можешь продавать хлам, именно хлам за кредиты, а все остальное тебе нужно для того, чтобы крафтить. Я потом подойду к верстаку и покажу. Короче, в автоматах ты или у продавцов ты можешь покупать эти, как их, чертежи. На любое оружие, там милишное, дальнее, на броню, на что-то еще, я уже не помню. Также ты можешь крафтить хилки, бимбы. Короче, ты все здесь можешь крафтить. Вот. И еду тоже вроде можешь крафтить. Вот. Плюс еще нужно будет... короче, здесь у оружия, видите, вот типа 3 ячейки, допустим. Это апгрейды. И сколько раз ты можешь проапгрейдить пушку. Для того, чтобы апгрейдить, тоже нужны ресурсы. Короче, здесь на все нужны ресурсы. Вот. Так что здесь это не бесполезная фигня. Они из двустволки трехстволку сделали извращенцы. Да, но она дамажит больше. Но я уже, кстати, здесь запомнила плюс-минус, что здесь можно лутать по визуалу. То есть здесь же нужно подходить в упор, чтобы видеть, есть ли лут или нет. Вот. С мобов-то видно на миникарте, а все остальное не видно. Так, призматическая многозарядная винтовка берем. Так. Ой, тут что-то кто-то кого-то перебили. Потом продадим всю их форму. А еще, блин, как же круто, что мы взяли в самом начале навык наблюдательности, что оно открывает секретки всякие. Мне вот интересно, возможно ли без наблюдательности это вообще все найти или нет? Ну, допустим, ты знаешь, что в этом месте есть секретка, да, там на стриме посмотрел. И вот когда играешь, типа подходишь, и оно тебе открывается или нет? Или нужно, чтобы обязательно прям была эта наблюдательность? У меня сегодня день совещания, я только в 6 раздуплился. Сейчас еще одно будет совещание.
Будем пороть тебя прилюдно. Готов к жопу. Так, ну это мы сейчас сюда зайдем, а помимо этого, что у нас тут еще есть? Кто-то дерется, я так понимаю. Но мы попозже придем. Попозже. Пока что ничем не можем помочь. Так, тут трупы опять, картриджи с битами. Так. Так, что у нас здесь? Вот эти вот, кстати, инструкции, я не поняла, что это, блин, и куда это пихать. Я так поняла, это какие-то штуки для того, чтобы улучшать тоже оружие? Или нет? Серьезно, я не знаю, что это. Так, ну гранаты, понятно. Так, тут есть магничка. Обходной шунт. Инструмент для взлома компьютеров. Ой, давайте возьмем. Так, давайте продадим весь хлам. А вот это мы купим. Да, это мы купим. Это что? Легочный антисептик нам не нужен, а вот 2 магнички нужны. Извините, кота сраная. Так, это туалет. Сейчас, подождите. Дверь закрыта на засов. Включим радио, послушаем, что они нам скажут. Вот, пока лутаешься в халупах, очень-очень напоминает это все действие Fallout. Прям вообще. Короче, тем, кто любит Fallout, там 4-й, да? Игра прям идеально зайдет. Блин, нас чешется пипец. Видишь, что захотелось, чтобы без перков секретки открывались, да? Блин, у меня что-то так нос болит, понять не могу, там прыщик, что ли, где-то, или простудила. Пластина черепа псиды. Окей. Продадим. Так, активировать систему дверей. Подожди. Отчет наблюдения за казармами 42 77 57. Мур сказал в казармах нечто, что, по всей видимости, считал анекдотом. С хитрым видом он упомянул документ, который на тот момент отображался на его терминале без всяческой цензуры. Не знаю, двигало им самомнение или семя асоциального поведения, укоренившееся где-то в подсознании, но так или иначе, это явное представление доверия, оказанного ему консулом. Рекомендуется умственная реабилитация и последующий перевод в другое подразделение. Отчет о наблюдении за казармами 58. Прошлой ночью Джонсон говорил во сне. В этом монологе проскальзывали неявные намеки на рабочие дела в министерстве, что может намекать либо на предрасположенность к недовольному разоблачению, либо на глубокое укоренившееся в нем недовольство. Рекомендуется умственная реабилитация. Отчет о наблюдении за казармами 59. Адамс признался, что у него началась бессонница. Причина – страх того, что за ним следят через недавно установленное полупрозрачное зеркало. Вне всяких сомнений, это признак угрызений совести. Рекомендуется умственная реабилитация. Всех на реабилитацию! Всех! Псих пойдет первым. У меня нос текет каждый раз, когда сыро и холодно на улице. Ну да, неприятно. Нет! Да! Психонолоботомия, чтобы на совещание больше не звали. Но тогда он и на стриме не будет сидеть, понимаешь? Палка о двух концах. Ой, здрасте. О, тут много фольги, фольга. Фольга! Фольга нужна для крафта.
Да почему? Сидеть-то может, просто будет не очень умненький. Не шути, Эля, не шути. Серьги чьи-то, окей. Что-то какое-то... А, так он был прав! За зеркалом реально следят, офигеть. Оказывается, он не такой уж и поехавший был. С той стороны как-то можно, да? YouTube-чат обнови. Ой, у меня 2 ВК почему-то открыто. Господи, простите, пожалуйста. Сейчас, я почему-то думала, что мне просто никто не пишет. Лол. Так, привет, Ламбада. Здорово, Life Basics. Привет, Асап. Всем здравствуйте. Сори, я что-то это... Да, я открыла 2 ВК. Подумала, что это YouTube. Так. Бери сюжетки и дополнительные миссии. Они тебе откроют пушки и дадут навык очки. В первой части тоже так было. Хорошо. Так, что увидишь, изучит, купи их сразу. Ага. Fallout для меня говно, тебе не знаю. У всех свой вкус. Не, мне Fallout очень понравился, кроме финала. Финал мне не понравился. Финал не мое. Шишкачный рулет. Давай сюда. Перезарядимся. Тут сейчас драка, походу, будет. Так, ну вроде больше ничего нет. Не шути, Эля. Хорошо, не шутю. Думаешь, ты круче? Эй, ты иди сюда, если жизнь дорога. Да не, иди в жопу. Потом говоришь, народа нету. Ну да, есть такое. Не, ну я на самом-то деле не читаю YouTube достаточно редко. Вот. Обычно я наоборот смотрю, а там никто не пишет. Не, у тебя нет ничего. И вообще нечего ходить тут и напрашиваться. А эти рапты, похоже, не ели до тех пор, как их сюда сбросили. А голодный рапт, опасный рапт. Михаил Суслов, привет. Ближнее разнообразное оружие есть или только пукалки? Есть. Сейчас покажу. Fallout игра или сериал? Игра, конечно. Так, я от Милвер-стрита. Мне нужно найти рапорт и вернуть в город солдата Силанг. Спасибо за покупку мемкоинов. Так, спасибо за предупреждение, но я могу за себя постоять. Выглядишь немного разочарованной. Ты что, какая-то охотница? Бездна проклятая, что у тебя с рукой? Тут можно в 2К смотреть? Да должно быть вроде 4К. Ой, блин, ну что-то не могу, аллергия, все чешется, лицо, лоб, глаза. Ой. Кошмар. Так, ну... Ой. Настолько заметно. Да, я надеялась найти здесь что-то ценное, за что не стыдно убить бедолагу, но надежда порождает разочарование. Да? Ну, это я солдат Силанг. Инесс. Раньше была полевым медиком в отделе улучшенных солдат. Теперь я типа решала на побегушках, да и той работы у меня, похоже, больше нет. Все списывают меня со счетов. Все до единого. А теперь даже не дают закончить задание, на которое отправили. И как мне проявить себя в таких условиях? А от этого рапта еще никакой пользы для руки. Вот фуфло. Бесит. А что у нее с рукой реально? Так, я не собиралась отнимать у тебя работу. Милверстит предложил, и я согласилась.
Так, ты явно профессионал. Уверена, ты покажешь им, как они ошибались. Кажется, я впервые встречаю солдата с трансплантатом. Таких не пропустишь. Разве что, когда привыкаешь к людям с мышцами наружу и лишними руками на спине. Так. Третья рука? О, третья, реально. Дырявить мне броню и пугать Хьюила из салона до усрачки. На этом сейчас все. Меня считают обузой. Рука ни хрена не работает. Остальные, кто умер, тот стал инвалидом. А вот начальство и закрыло программу. Это был полный провал. Весь Фэрфилд думает, что мое время тоже скоро придет, но я в основном держусь. Пока. А, Мортон, это ты на Ютубе? Поняла. Я в The Outer Worlds первую часть на PS5 закрыл игра Огонь. Для фанатов Mass Effect топ игра. Ну... Мне кажется, для фанатов Mass Effect игра слишком яркая, нет? Мозг лаганул, думал, тут и озвучка есть. Не. Так, и теперь ты хочешь доказать обратное? Все верно. Если честно, я понимаю, почему они не стали на тебя надеяться. Удачи тебе, мне пора. Давай первое. Я знаю, что могу больше и для тети на войне. Просто контракт не дает. Пока в нем прописан запрет на вмешательство в работу трансплантата, доказать свою ценность я просто не могу. У нас таких с трансплантатами вообще немного. Мне еще очень повезло. Так, ты упоминала отдел улучшенных солдат. Там тебе не могут помочь? Уверена, контракт не может помешать тебе позаботиться о своем здоровье. Звучит так, будто ты можешь помереть в любой момент. Давай первое. Нет. Отдел был красивой публичной вывеской для программы трансплантации. И когда я говорю, что ее закрыли, то имею в виду, что ее нахер сравняли с землей. Готова поспорить, начальство стерло бы ее из финансовых отчетов, если бы могло таким... Она оказалась позором. После такого провала нас оставили с трансплантатами. Часть болячек я вылечила только у доктора Тинсли в Фэрфилде. Она какое-то время работала в программе. Хорошая. Попробуй поцеловать трансплантат, чтобы не болел. По контракту она обязана работать только над тем, что ей прикажут блистательные руководители Фэрфилда, но она, похоже, еще не до конца разобралась, что такое работа по контракту. Ты еще первую часть не играла. Смотрю, вторая часть у тебя, тут графика разная. Да, первую часть я не играла, к сожалению. Я хотела, но я не нашла времени, вот, потому что с августа куча релизов, а до этого у нас что-то еще было, да. Ты слишком яркая, думаешь? Многие вот Нью-Вегас считают лучшей частью. Но, кстати, мне Нью-Вегас не понравился из всех частей. Sony наконец вернула Ghost of Tsushima в продажу на ПК в странах без PSN. Компания сделала это одновременно с выпуском крупного патча, в котором появилась поддержка Steam Deck для одиночного режима. Нормально. Привет, Мурмайнд. Поцеловать и подорожник приложить. Лол. А первое. Ладно, думаю, я вернусь в Фэрфилд и переговорю с Милверстритом. Удачи. Берегись, рапторов. Блин, как же я вся чешусь. Меня это так бесит. Что же я такого съела, что меня плющит уже 2 дня? Ой. Так, тут закрыто, да? Угу. Поняла, значит, только сюда идем, да? Так, подождите, попробуем втихаря завалить.
Ой-ой-ой. Кто меня бьет? Всё. Отлично. Так ты говорила, что колу вчера пила, но оно должно было после сна, по идее, пройти, а я все продолжаю чесаться. Даже я уже таблетку выпила и все равно чешусь. Это как-то так странно. Оу. Оу. О, кстати, верстак. Вот, смотрите, есть создание. Здесь, если у тебя есть какой-либо этот самый... как его называют-то, Господи Иисусе? Чертеж. Ты можешь это сделать. Причем даже вот эти вот апгрейды для оружия и брони. Сейчас, что я хотела? Доза для ингалятора. Я что-то хотела скрафтить, но, если честно, я не помню. А, дополнительную кобуру я хотела. Но для этого нужна 25 тканей. Блин, ладно, собираем дальше. Также есть вот модификации. Ты, допустим, выбираешь вот дробаш, да? У меня на дробаш есть еще одно улучшение. Я его, короче, делаю. Ага. То есть оно, видимо, выбирает. Вот, и ты его ставишь. Вот так вот. Стелс уровня древних свитков, как погляжу. Ну, что-то есть такое, да. Тут он что-то для брони есть. А, нет, ее просто... Ее не крафтишь, ее просто ставишь. Все, поняла. Тоже, причем броня здесь легкая, средняя, тяжелая. Оружие, дальний бой, ближний бой. Ближний бой есть вот такое вот тяжелое оружие. Это у меня луна на палке огромная. Есть вот такой вот типа... Ну, коса, но не совсем коса. И короткий клинок, которым ты по стелсу херачишь. Вот. Так, мне нужно наверх. Но зато по стелсу оно сразу шотает. А оружкой нужно еще поделать пиу-пиу. Тут очень много текста, я не буду это читать. Вот. Потому что мы чокнемся это читать все. Я чокнусь. В субботу выпил пару литров сидра и было херового 1,5 дня. Потом будто бутылку текилы высосал. Возможно, навык стелса прокачивать еще надо, чтобы действовал норм. Вообще, да. Здесь есть штуки специальные для стелса. Еще наверх надо, да.
Есть тут что полутать? Талон, да? Так, ну-ка, мы не в бою, можно что-нибудь хавануть, да? Так, что у нас тут есть? Блинчики. Блинчики 6 дают. Большой шмат мяса 9. Но он же сырой. Блин, 6% это, конечно, маловато, если честно. Ну ладно, давай съедим это все. Чё? Я так понимаю, это был звук, что я наелась, да? Ой. Так, ну тут вроде больше лутать ничего нет. А что ты сутки не спишь, пропор? Что тебе спать мешает? О, ткань. Фольга. Это мне надобно. Вторая часть игры не ярче, просто в графике персы как пластмассовые немножко, муляжные и все. Не-не-не, я именно про цветовую эту гамму. Для меня все яркое, пестрое такое, знаешь, как в Фортнайте. А может даже и хуже. Протекторат точно не обрадуется, если такой попадет не в те руки. Наверное, за этим охотится Милвер-стрит. Зачем? О, сейф, это хорошо. У меня ключей на сейф нету, вот это плохо. По итогу вчера никуда не пошел играть, пару раз просыпался, но по итогу в час ночи проснулся. Надо было в танке зайти до ниндзя, прошел до работы. Ты прям все закончил? Так, улучшенный дешифровальный ключ у меня уже 3-й вроде. А что с ним делать-то? Так, отчет администратора. Внимание, прекратите использование терминала, если вы не дозорный администратор. Ага, сейчас. Так. Новые... Наш консул вдохнул новую жизнь в славную программу умственной реабилитации, подвергнув процессу несколько сотен подданных за некоторое время. Теперь мы сможем реабилитировать даже самых сложных пациентов и вернуть их к нормальной жизни, в которой они станут мыслить проще и проявлять больше верности. Проверенные методы снова берут верх над бессмысленными исследованиями и разработками. Консул... Блин, а может у меня аллергия на чай? Это кто нам помогает? В помощниках, типа, кто у нас или чего? Мистер Лази, ты о чем? Так, я пошла налью себе воды и вылью чай. Хотя, не, пока, наверное, не надо наливать. Обычный чай же пьешь норм. Обычный, да, а это необычный. У меня обычный закончился. Я себе сделала какой-то там с мятой и какими-то там растениями. Кажется, у меня на него была аллергия, если я правильно помню. Я вчера на другом стриме слышал мнение, что всех тут стелсом не победить. На стелс-билде не выйдет пролететь игру. Он прошел на какую-то базу, а там везде высокоуровневый и хрен ни один не ваншотный. Ну, либо он туда пришел слишком рано, либо у меня вчера такое было, я когда обходила, я не смогла по стелсу шотнуть этого какого-то робота огромного. Вот, типа тоже писала, что он слишком большого левела. Но опять же, для этого нужно прокачивать стелс, чтобы вот этого не было. Так, проверенные методы снова так. Если ваши неблагополучные друзья и соседи отдаляются от лона протектората, помните, что умственная реабилитация – это лучший способ начать все с чистого листа. Вновь получить базовые навыки после реабилитации будет проще простого. Что-то втирают какую-то дичь. Ваше здоровье.
Далее приведены отредактированные указы консула. Выберите указ для просмотра. Не жалейте плети. Утверждения о снисходительности суверена совершенно необоснованы. Кто бы ни распространял эти слухи, смотритель, арбитр или покровитель, дозорные обязаны игнорировать заявления о милосердии суверена и назначать подданным самые строгие наказания за отклонение от парадигмы. Я рассчитываю, что с этого момента все администраторы будут еще усерднее следить за своими регионами. Ауф. Так. Ой, мы обнаружили доказательства, что в наших рядах могли остаться приверженцы Ордена Вознесения. Необходимо с особой тщательностью следить за подданными, решающими сложные математические уравнения. В соответствии с предыдущими указами сообщайте о любом подозрительном поведении дозорным. Так, продолжающиеся враждебные действия Ордена и его очевидное участие во вторжении тети вынуждает протекторат быстро подавлять подрывную информацию об Ордене. Редактируйте информацию, противоречащую учениям протектората с удвоенным рвением. Ее нужно массово заменять на ранее опубликованную, одобренную противоорденскую информацию, которую разработали в администрации консула. Обо всех подданных, которые высказываются в защиту Ордена, сообщайте дозорным. Поняла. Так, ну мы нашли нужную информацию. Можем, в принципе, наверное, сваливать. Мы здесь были? Да. Тебе совет дал сверху. Бери доп-миссия, проходи, качайся, потом сюжетку проходи. Да я и тебе сказала, что я и так это делаю. Не надо мне советы давать. Спасибо. Я про бой, кто-то выпрыгивает и стреляет по нашей цели. А, это мои компаньоны. У меня есть вот такой вот чувак Найлс, и есть еще робот. А где она? Робот где-то делась. Потеряли робота. Короче, робот еще есть, да. И они помогают мне стрелять по целям. Странно, что мы ничего тут скрытое не нашли, или я не заметила. Так, бежать мне впадлу, я хочу тэпнуться. Не жалейте плети, это для чата? Ага. Тут, короче, когда приходишь, ты выбираешь двух, с кем ты будешь сотрудничать. Вояка, девка. Вот она. Либо чувак, который хитрый. Я выбрала хитрого. Успокойтесь, вы хорошо знаете, что этого бы не случилось, если бы вы завершили задание вовремя. Успокоюсь, когда перестанете лепетать свои оправдания. Как вам такое? О, какая агрессия! Мы же не хотим добавить к списку ваших недостатков еще и враждебность. Не обращайте внимания на солдата Силанг. Индивидуализм, поощряемый тетей Космос, порой побуждает сотрудников говорить необдуманно. Как ваши успехи? Вам удалось добиться того, что мы обсуждали? Отлично, хоть кто-то из моих подчиненных благонадежен. А вот один из моих лучших костюмов. Это вам в знак благодарности. Да поможет он вам и дальше покорять умы и сердца. Повторюсь, вы забрали у меня работу и сказали моей смене отправить меня домой. Это не делает меня своенравной или безнадежной, черт возьми. Не будь я связан этим контрактом, вы бы прямо сейчас за все ответили. Министр, позвольте Инесс исправить трансплантат, тогда вам больше не придется сомневаться в ее эффективности. Вы просите предоставить льготные условия посредственному подрядчику? А биты для такой процедуры, полагаю, просто материализуются из эфира?
А если я умру или уйду? Как думаете, ваше начальство оценит вашу неспособность сохранить улучшенного солдата, м? Прошу, не обращайте внимания на эту недовольную сотрудницу. То, что она вообще делала бы без направляющей руки тети, стала бы безработной? Такая судьба хуже смерти. Хватит. Пусть лучше я останусь нищей до конца моих дней, чем позволю вам вытирать об меня ноги своими ботинками из фальшивой кожи удава. Я увольняюсь! Тем лучше для тебя, Инесс. Это точно не пойдет ей на пользу. Неслыханно. И я не могу добавить, что вам больше не будут рады в тете Космос. Мы не принимаем обратно тех, кто нарушает условия контрактов. Как угодно. Но тетя Космос еще не видела таких солдат, как я. Вы еще пожалеете о том, что списали меня. Кстати, можете подавиться своим псевдояблочным пирогом. А ты, у меня к тебе есть предложение. Найди меня, когда закончишь с этим клоуном. Бесспорно, она пожалеет о своем решении, бесспорно, но... Полагаю, это больше не моя проблема. Итак, на чем мы остановились? Ах, да. Получение этой информации — лишь первая часть моего плана по переманиванию наших врагов и обеспечению моего будущего. Вторая часть — моя операция в Вестпорте. Надо быть тупицей, чтобы не понять, что вы ждете вопроса о подробностях. Мне не следовало пытаться подловить такого сообразительного человека, как вы. Скажу прямо, поставив Вестпорт на колени, я не только обеспечу себе будущее, но и получу инструменты, которые помогут вам успешно проникнуть на глаз-станцию. Бля, ну ладно. Поистину, перейдем к делу. У меня есть для вас набор с припасами, они помогут задобрить или уговорить людей. Устройте в городе диверсию или повлияйте на жителей, выбор за вами. Такой предприимчивый человек, как вы, точно справится. Так, ни слова больше, я в деле. Давай, такой предприимчивый человек, как я, порой нуждается в советах. Что-нибудь посоветуете? Мне казалось, это вы у нас специалист по маркетингу, или это шляпа для красоты? Почему так важно переманить жителей Вестпорта? Всему этому нашел бы применение тот, кто в этом разбирается, извините. Не так громко? Шляпа чувствует, когда в ней сомневаются. Жители Вестпорта мне не верят. И почему они должны? Я же враг, я захватчик. Я не могу помочь этим людям обрести спасение, пока не узнаю об их желаниях. Вы — третья сторона. Вероятно, вы заслуживаете доверия. Так, действуйте же от моего имени. Не хочу. Ни слова больше, я в деле. Как удобно, что, помогая людям обрести спасение, вы также достигаете своих целей. Даже такой предприимчивый человек, как я, порой нуждается в советах. Так, почему так важно переманить? Вестпорт представляет собой вызов. Вызов, бросаемый большей частью протектората. У граждан Фэрфилда был хороший стимул сдаться, поскольку они могли сами увидеть, какую свободу мы предлагаем. Но жители Вестпорта настолько упрямы, что готовы погибнуть ради своих идеалов. И огни Фэрфилда не имеют над ними власти. Если я смогу переманить их, то переманю кого угодно. Блин. Я не хочу к нему переманивать людей. Хотя вроде про него не говорили ничего плохого. Ну, типа, какой он управленец. Блин, неужели надо было изначально к тетке идти? А к тетке уже идти поздно, потому что я выбрала этого чувака.
Давайте, всему этому нашел бы применение тот, кто в этом разбирается, извините. Очень жаль. Надеюсь, вы передумаете. The peddler of half measures returns. Suppose it's too much to hope that you speak in half sentences. Make it quick, yeah? Ну да, с ней больше нельзя разговаривать. 4 разве не отказ? Да, отказ. Надеюсь, этот скандал тебя не отпугнул. Я из-за контракта была как за решеткой, так что во время побега не смогла сдержаться. И есть предложение, раз уж с недавнего времени я свободна, и ты тоже, нам можно посотрудничать. Ты явно далеко пойдешь. Я тоже хочу. Если поможешь мне с трансплантатом, то получишь полнофункционального, улучшенного солдата. Меня. Неважно, что ты затеваешь, если объединимся, нас никто не остановит. Возможно, со временем. Даже я заслужу право вернуться в тетю Космос. Чтоб не в бездну провалиться, зачем тебе возвращаться в тетю Космос? Какое-то время я смогу быть сама по себе, но предпочту, чтобы так было не всегда. И потом, где же мне еще может стать чем-то? Ничто может стать чем-то. Так, разве ты не ушла из-за того, что они отказались предоставить тебе лечение? Ты не думаешь, что им выгодно оставлять тебя ничем? Лучше быть одной, чем терпеть потребительское отношение. Слушай, я знала же, на что шла, когда присоединилась к отделу улучшенных солдат. Никто не виноват. Что все тазом накрылось, но я буду виновата, если начну хандрить. Говоришь, как типичный корпоративный дрон. Даже не видишь, как плохо они с тобой обошлись. Я не вижу, чтобы правление Земли было дело до твоих жалоб. Тем не менее, ты продолжаешь называть себя агентом. Агент. Я понимаю твои сомнения. Если у тебя есть вопросы, спрашивай. Все обсудим. Не найдешь к чему придраться. Я тебе верю, договорились. Так и знала, что ты выгоды не упустишь. Когда я снова буду в форме, ты приятно удивишься моим способностям. Правда, сначала надо понять, как этого добиться. Доктор Тинсли работала с трансплантатами, пока не переехала в Фэрфилд. Она отличный ученый. Думаю, стоит заглянуть к ней в лабораторию на окраине города. Такое орава, и ты привлечешь к себе внимание. Пусть тогда кто-нибудь присмотрит за кораблем. Acknowledged. After you. Этот чел в итоге норм. По вступлению его что-то расстреляли вместе с лунолицем. Чего? Что? Так. Это что тут? Изготовить боеприпасы или купить боеприпасы? А что это за квест? Что я не поняла. Металлический дождь, пополните боеприпасы. Так. Магничка. Сколько у меня их тут не пишут, да? Так, давайте продадим весь хлам. Продадим весь хлам. Что у тебя есть? Так, улучшенный дешифровальный ключ. Всякие шняги, да, гремучник, не. Так, где, вот он. Вот, если что, смотрите, вот верстак, а вот где чертежи всякие. Единственное, что я не совсем понимаю, какая тут уникальность у каждой пушки. Типа ты тут делаешь просто наугад. Но вот, допустим, у меня... Так, где тут вот? Вот эта пушка, она вроде как премиальная. Ну, это да, это за делюкс издание, бла-бла-бла. Но она, вот, она золотистенькая такая. А вот это, получается, обычная, она не золотистенькая. Чем отличается золотистенькая от не золотистенького?
У золотистенькой какой-то есть дополнительный перк, да, типа? Типа. Она ушла от деда, потому что он ее пользуется и не помогает. А сейчас говорит, ну что поделать, вернуться всегда к нему успею, ибо сама вряд ли... Ну да. Да. Так, вот, компактные боеприпасы. Мне точно они нужны? И что теперь? Я вообще, кстати, не поняла, для чего я сделала патроны. Для табельного пистолета, да? Угу. Ого, какая у меня штука. Штука-дрюка. Так, мне нужны патроны для дробаша. А у меня нет. Я не могу их делать. Вот это прикол. Интересно. Так, а давай-ка мы тебе сейчас продадим, что я там насобирала. А, тебе нельзя это продавать, да? Что, у меня там опять почта вся засрана. Так. Трехствольный дробовик оставляем. Легкий револьвер. Ро-ро-ро-ро. Вот это мы продаем. Ой, нет. Так, легкий пистолет или табельный пистолет правления земли. Ну, табельный пистолет правления земли можно продать уже, кстати. Сюртук. Это называется синдром жертвы, Нефариус. Это называется синдром жертвы. Так, патроны для дробовика. Всё, отлично. Так, что теперь у нас показывает? Куда нам надо? Сюда нам нужно поговорить с Саванной. Потом сюда привести Найлса к Зебулону. А здесь, я так понимаю, город еще один, да? И здесь проникнуть на станцию Глаз. Но Глаз это типа самый главный квест, поэтому мы туда пока не идем. Еще знаете, что я подумала? Здесь карта вроде небольшая, но как будто бы хочется, чтобы они тут передвигались на чем-то. Типа там мотик, да? Вот что-то типа как в Борде. Ой, у меня чат, кажется, отваливался. Вы что-то писали мне или нет? О, давай проверим пушку. Убежал. Что-то эта пушка как-то слишком... Слишком мало дамажит. Тут было миллион сообщений? Не верю. Кто там? Еще кто там?
Заваруда, здорово. Как игра стоит своих денег? Да. Да, да. Я считаю, полностью стоит своих денег. Так, новые технологии озадачивают вас и сбивают с толку. Ваш максимум энергии гаджетов снижен, и она восстанавливается медленнее, но пока вы ничего не потратили, вы получаете к бонус сопротивлению урона. Нет. Я пока так скажу, игра больше Fallout, чем ME. Хз, почему именно ее привели для сравнения. Ну, видимо, каждый сравнивает с тем, с чем он хочет. Здесь на самом-то деле много чего от всего. Здесь что-то от Биошока, что-то от Mass Effect, что-то от Fallout, что-то РПГшное и вообще с первой части. Что-то, короче, здесь очень много всего. Звучит как современные отношения, когда тебя горят, а ты за ней все равно бежишь, когда тебя гонят, наверное, да? Ну такое, да, и бывает. Я пропустил, ты первую часть играл? Не играла первую, к сожалению. Так. Помнится, там была какая-то замута с первой частью, с версиями, и теперь вот сижу, думаю, ибо игра, конечно, стоит весьма-весьма дорого. Но смотри, уже не стоит точно брать делюкс. Хотя делюкс там вроде, вернее, не делюкс, а там вроде премиум, сейчас я гляну. Дело в том, что, ну, только то, что там какой-то будет вроде DLC, да? Сейчас я гляну, где тут... Вот... Получается, что они дают? Digital Game Download. То есть ты играешь на 5 дней раньше, во-первых. Тебе дают вот это вот оружие и броньку, с которой я пока хожу. Что вот это за питомец, я не знаю. Это ездовой или что это? Кто это? Вот, Digital Artbook нахрен никому не нужен. Нахрен это вообще постоянно впихивают в игры. Я не понимаю, оно кому-то надо? Так, вот, DLC Pass, то есть первый и второй сюжетный DLC входят в Premium Edition. Вот, ну и за предзаказ, еще предзаказ до официального релиза действует. Тоже дают какую-то, видимо, броню, какой-то дрон, что ли. И какое-то оружие. Оружие типа командира Зейна. Так, до 5 дней, пропуск DLC, так, призовой премиум набор Лунатика, доступ к цифровому артбуку. А что вот это? Премиум набор Лунатика. Тут какое-то животное, я не понимаю, что это. Pet a drone. Интересно. Вот, короче, на мой взгляд, ну, если только DLC не хочешь, а премиум нет смысла покупать, потому что уже все, уже какого, 29-го, да, официальный релиз игры? Или что-то такое. Поэтому, я думаю, можно и обычный пак купить. Вот. Но игра кайфовая. Очень хорошо проработана RPG-составляющая. Много лута, много квестов, много текста, хорошо прописанный лор. В принципе, все выглядит симпатично. Что еще могу сказать? Возможно, действительно достаточно пока что скудненький стелс в том плане, что ты чуть ли не на корточках спереди можешь подойти и шотнуть. Вот. Но я думаю, потом будет сложнее. Что еще? Воровство здесь не наказывается, как будто бы. Так, честь и хвала всеархитектору и уравнению. Орден Вознесения стремится постоянно демонстрировать, что вселенская правда кроется в чистейшей математике, космическом уравнении. Это идеальное математическое выражение, которое лежит в основе всего сущего. Его безупречные формулы открывают безграничные возможности. Расширяя свои познания об уравнении, мы
асимптотично, господи, это как? Асимптотично приближаемся к идеальному состоянию вознесения, когда мы сольемся воедино со Вселенной. Познаем замысел всеархитектора, если хотите. Был ли всеархитектор живым существом? Не таким, как мы с вами, но это и не важно. Подобно категориям в формуле, всеархитектор — это абстракция безупречных с математической точки зрения, но пока не изученных энергий, которые породили Вселенную. Этим имением мы чтим нулевую точку всеобщего плана, равно как обозначаем точку омега уравнения тем же граничным выражением. Ни хера непонятно, господи. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Возблагодарим же всеархитектора за то, что отвел нам роли в совершенстве всеобщего плана. От сведущих математиков до специалистов по программированию автоматонов ручного труда. Чтите уравнение всеархитектора каждым своим действием, сколь бы заурядным оно ни казалось. Ведь любое действие — это шаг на пути к притворению уравнения в жизнь. Что я плохо сегодня читаю. Может, это скин на робота? Ну, туда классный скин. Вы меня не слышали, тут закрыто. Лекция о том, что все происходит согласно смутным подсчетам в рамках неподлежащего расшифровке плана, сегодня не будет. Ой, она симпатичная. Ничего себе. Или нет, понять не могу. Ну, вроде да, вроде нет. Что за вопрос? Кто вы? Люди, которых она пыталась убить. Архитектор права, я и не знала. Хотела бы я сказать, что в это сложно поверить. Я боялась, что она может причинить вред и себе, и другим, но это просто ужасно. Да уж, представьте, каково нам. Давайте вы расскажете, где она сейчас, а мы не дадим ей причинить вред и себе, и другим. И как именно вы собираетесь ее остановить? Не забивайте себе голову, это уже наша проблема. Если вы считаете, что я помогу вам сделать то, что думаю, то у вас с головой не все в порядке. Это не от сложности зависит. Не знаю. Нет, ну тут сама механика, то есть зависит, смотрите, стелс, в стелсе очень-очень важно, как на тебя реагируют ИИшные эти NPC, да? То есть, когда ты на корточках подходишь спереди, даже на корточках они должны тебя увидеть. А они не видят, ну или плохо видят, вот, поэтому это такое себе. Спасибо, чат. Так. Может, и не в порядке, но вам крупно повезло остаться в живых, учитывая, как она любит жертвовать своими друзьями. Неужели? Замечу, что вы до сих пор не предоставили никаких доказательств своих обвинений. А вы посмотрите на меня хорошенько. Все это потому, что она предала нас, свою команду, своих друзей. Даже того, чью жизнь спасла в треугольнике. Архитектор правый, вы Найлз? Она упоминала вас пару раз, но не вдавалась в детали. Я знала лишь, что вы ей нравились и что вы мертвы. Я ей нравился? Тогда почему? Почему она пыталась меня убить? Не знаю. Возможно, она одна из причин ее страданий. Боли, которой она наконец накрыла ее с головой и могла оттолкнуть на такой путь. Хорошего ждать не приходится. Я не видела ее с тех пор, как корпоратисты зашли на остров. Боюсь, она планирует нечто ужасное, но я не знаю, что именно. Может, все было бы иначе, если бы я не познакомила ее с Виктором. Вы видели ее терминал? Виктор, архивист Ордена. Какое-то время мы все дружили, но потом, незадолго до раскола, они начали общаться с другими членами Ордена. Тогда и возникло напряжение.
Мне стало тревожно, даже страшно. Чем больше она работала с Виктором и остальными, тем больше злилась на Орден. Учитывая все остальное, для меня это было уже слишком. Она много говорила о сериале «Дозор против культа корпораций», в том числе. Она почему-то была помешана на концовке 6 главы, там фанатики-капиталисты полностью разрушили Аркадию. Но вы сами знаете, как это бывает. В начале следующей главы мир чудесным образом спасли. Только Деврис это не помогло. Она все время мусолила ту концовку. Она бы и с Крабнем ее обсудила, если бы рядом не было больше никого не оказалось. Из-за этого сюжета и вторжения к ней вернулись мрачные мысли. Я умоляла ее не погружаться снова в эту пучину. Когда мы впервые познакомились, лет 7-8 назад, она страдала от постоянной тревоги. Совсем не спала и не говорила с другими без острой необходимости. Когда мы подружились, она начала меняться. Время от времени это состояние возвращалось, но я думала, что основная опасность позади. Не хотелось, чтобы ей снова стало плохо или еще хуже. Так, как вы познакомились? Правда, что Орден помог силам тети во вторжении, как утверждает протекторат? Все это крайне познавательно, но мне нужно найти Деврис, пока она не наломала дров. Требуется предмет. Дневник Саванны, а мы его не нашли, да? Если сравнивать с их прошлой игрой, она лучше Эваут? Эвовт, которая Абоба? Ой, немножечко не совсем правильно их сравнивать. Это в стиле дизельпанка, а та фэнтези. Вот. И там боевка классная, там можно было прокаст магии делать классный. Вот, с разными скиллами. Здесь просто ты либо ближний бой, либо фигачишь. Но тут стелс есть. Здесь прокачка лучше, чем в Evolved. Что еще? Ну, я бы вообще не стала их сравнивать на самом-то деле. Они обе хороши. Мистер Всезнайка, здравствуйте. Обе РПГ, да, но они чуть-чуть из разных вселенных, я же говорю. Это в стиле дизельпанка, а та в фэнтези. Они обе яркие. Обе с очень хорошим лором. Обе с кучей текста. Обе с РПГ-составляющей. В Абобе лучше... Господи, где персонажа создавать, как он там называется, я уже забыла. Что еще? Там лучше боевка, там лучше вот эта вот штука для создания персонажа. Здесь лучше прокачка. Здесь вот эти вот всякие там... особенности, навыки, способности. То есть их тут столько разновидностей, и каждый на что-то влияет. Это очень интересно на самом-то деле. Плюс здесь лута больше. Лута, крафта. Вот. Поэтому я же говорю, вот они какие-то... Каждая хороша по-своему. Там ПВ ужил, не играла? Играла. Ну, ожил и ожил. Мне на ПВ уже давно пофигу. И на ПВ, и на Лигу, и на Overwatch. Во что я там еще играла? Эваут ярче был? Ну, не знаю. Судя по тому, что я вижу, как будто бы одинаково. Просто я же говорю, там фэнтези мир, а здесь дизельпанк. Просто дизельпанк у меня, если честно, с вот такими вот яркими красками вообще не сходится. У меня какой-то разрыв шаблона идет. Так... Давай, как вы познакомились. Хотя, на самом-то деле, мне насрать, как вы познакомились. Давай второе. Нет, на кого-то уже нужно было повесить вину. Протекторат не мог признать, что не сумел защитить колонию. К тому же, им приходилось отбиваться от обвинений, предъявленных Орденом. Если честно, лор в Абобе чуть-чуть лучше.
В том плане, что здесь я до сих пор не могу понять. То есть было несколько то ли фракций, то ли кого-то что-то там правлений. Какой-то есть еще орден, который хочет, походу, уничтожить все сущее или несущее, не знаю что. Короче, была сначала одна политика, потом из-за того, что мы были в гибернации 10 лет, все поменялось, кто-то что-то на кого-то захватил, и я теперь не могу вообще уловить мысль. То есть здесь есть орден. Орден — это типа фанатики. Есть протекторат. Протекторат очень... Ну, это, я так понимаю, тот, кто сейчас у власти, но у них очень жесткие меры правления. То есть все, кто не угоден протекторату, их отправляют, грубо говоря, чуть ли не на лоботомию. Вот. Это здесь называется... Господи, как оно там называется? Я уже забыла. Вот. Есть еще какая-то тетя. Она пошла тоже бунтом, я так понимаю, против протектората. И мне, походу, нужно будет выбрать сторону. Но, если честно, мне что-то типа ни тетя, ни протекторат, ни орден вообще никто не нравится. Они все какие-то странные. Сжечь все к херам. Вот. Так, второе. Знаю, я не имею права вас об этом просить, но когда найдете ее, напомните, какой она была раньше. Она нездорова, но я знаю, что надежда еще есть. То есть финал здесь будет, нам нужно будет понять, что мы будем делать с этой Деврис, пощадим ли мы ее, да, или мы ее убьем. Не, она нас предала, неважно, что она больна, нахер расстрелять. Так, вы многого хотите, что мне с этого будет? Ясно, что-нибудь еще? Она явно нездорова, но надежды больше нет, я ее убью. Хорошо, когда придет время, я выслушаю ее, прежде чем что-то решать. Ну, давай четвертое. Так, выслушать-то я выслушаю, но я ее пристрелю. А что, я закрыла окно, что ли, нет? Да, думаю, что так жарко. Ой. Я тоже пока не понимаю сюжет. Вроде диалогов много, но как-то непонятно. Ну, вот видите, они тут запутали из-за того, что сменилась власть. И ты вот что-то непонятное делаешь. Так, Инесс училась на врача, что дает ей отличное понимание анатомии врагов. Ее точность значительность повышена, и она активно будет целиться в уязвимые места противника. Также ее выстрелы из оружия периодически оглушают врагов. О, это хорошее. Так, время от времени Инесс бросает рядом с вами наборы с медикаментами. Наступая на них, вы автоматически их используете, снижая уровень интоксикации и продолжительность ломки. Наборы автоматически ломаются спустя некоторое время. Блин, слушайте, а у нее и тот перк хороший. Ну давай вот это, ладно. Так, где тут персонаж? Репутация. Вот, видите? Суброза — это, короче, эти контрабандисты на черном рынке. Вот. Тетя Космос — это эти, ну, которые... которые подминают под себя какие-то штуки. Орден Вознесения — это те, кто фанатики, и еще есть протекторат. Ну, про протекторат вроде с ними не договоришься, а все время дерешься. У них другого выбора нет вроде как. У Эваут лор лучше, потому что он пришел из Pillars of Eternity, другая фэнтези-вселенная. Ну да. Уничтожить все сущее, придется потерпеть и воздержаться от похода в туалет. Чего? Так, ладно. Хотя, может быть, это будет и не финал. Когда нам придется с девкой говорить. Мы тут все потрогали. Вроде да. Так, ладно, что у нас на карте? Идемте квест Найлза сделаем. Так, это туда, да? А, все сущее и несущее, да? Я поняла.
надо сейчас направо повернуть. А я тут поверну направо или нет? Это же не враги? Вроде нет. Так, ну там обрыв. Тут только наверх подниматься, да? Какой прикольный чувак. Напарник сразу квесты дает. Ну, я пока бегала, Майлз попросил сбегать. Так, они, короче, ничего не дают, я поняла. Так, а вот сюда... Нет, мы не пройдем. Мне, значит, не здесь надо бежать, да? Хотя, с другой стороны, я могу... Ой, а что это за разлом? Да в смысле? Да я же сделала двойной прыжок. А где я буду? Капец. Я умерла, чат. А, ну нормально. Прошло первое задание по ускорению повышения, и некоторые уже отвалились. Лететь им пришлось далеко, а Ормсби считает, что этих людей получаются руководители. Вот из меня, да, остальные... Сразу все видно. Рукожоп обыкновенный, потомственный. Когда ты играешь в игры, твой самый частый вопрос — это «да как?». Хорош, хорош. I told you, I got a cute lumbago. Time to break camp for the next skill building exercise, which I will surely dominate. This is Sanitation Specialist Cutshaw, soon to be VP of something big, signing off. Signing off. А, так мне же не сюда. Или сюда. Нет, стоп, там разлом был. Хотела глянуть, что это вообще такое. Спасибо за фоллоу. Так, стоп, очки навыков, да? Так, давайте... А что мне нужно было? Подождите, мне что-то нужно было, но я не помню, что... Так, доступны только вот эти, да? Вот. Вскрытие замков. Необходимо купить способности в сумме не менее 3. А, поняла. То есть сначала третью надо, а потом я могу... Поняла. Хорошо, ладно. Так, что у нас тут? Живой щит. Охотник за трофеями. Не, херня. Вот, давай космического рейнджера возьмем. Спасибо большое за фоллоу. Так, ну вниз... Нет, хотя, может быть, я вот там смогу перебраться, но это все равно вообще не то, что мне надо. Значит, мы не тут добежим. А что еще раз вот это? Вы прыгали в разлом и умерли. Вот fucking щера. Разломы не трогать, запомните. Ну, было интересно просто, что там. Мало ли, меня бы в какую-нибудь секретную локацию бы... Ух ты! Давай еще разок. Нет, 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 нет. Нет.
Да. Вот что я работяг не полутала тут. Пол. А еще есть что выше? Нет? Видимо, нет. Так. Что, я не потратила? Космический рейнджер я взяла. Так, а навыки мы берем... Блин, какая-то надо была мне, но я не помню, какая. На это у меня все есть. О, вот, наблюдение 5. Все, наблюдение, значит, качаем. Чего? Правление Земли видит в вас изъян, рассеянное. Навыки у вас, скажем так, хаотичные. Но часто лучше быть каким-никаким универсалом, чем большим мастером чего-то одного. Вы быстрее повышаете уровень у большого числа навыков, но вам будет сложнее довести какой-то из них до совершенства. Внимание, я не знаю, при повышении уровня вы можете вложить очки в любой навык, в котором их еще нет, а также в навык, в котором их меньше всего. Количество очков навыков, получаемое за уровень, +1. Но я не смогу довести до... Наверное, нет, да? Лучше, наверное, не надо. Вдруг мы что-нибудь до идеала докачаем. Ты прямо как Электрик Михайлович ебанет не должно. Да, я такая. Так, это что тут за баррикады, я не поняла. Кто разрешал? Ну, в принципе, мне сюда на дорогу и потом там завернуть, да? Потому что тут все остальное горы. Чем выше горы, тем ниже приоры. Passerby who can hear this? Yes, you. I am trapped inside the research lab at the former site of the Eden's Bounty Agri Center. You must help me. You must. Word is Milver Street is ordering a watch on the Protectorate survivors in West. Что он там сказал? Any changes reported. Где-то он застрял. Какой-то студии. Отчет о наблюдении тети Космос Вестпорт. Состояние инфраструктуры умеренно плохое. Да насрать. Что я понять не могу, а где? Просто текста вообще никакого не было. Получается, где он? Он заперт в какой-то лаборатории. А где? Даже субтитров, блин, не было. Найдите сотрудников, оказавшихся запертыми в лаборатории. Вот. Вот здесь. Окей. Так, что тут у вас есть? Так, похоже, кто-то бросил работу на полпути. У него есть все необходимые материалы, чтобы с легкостью смастерить несколько биомассовых гранат. Нужна 2 науки и 2 взрывчатки. Пока что нет. Картридж с битами. Пока что нет. Так, это тоже нет. Но это мне все не надо.
Yes, sir. Looks like the repair center is still out of order, sir. Trapped inside the research lab at the former site of the Eden's Bounty Agri Center. You must help me. You must. My Those subordinates have guards become are mighty homicidal agitated. irritable, though remain Someone wearing a accountable gas for their actions. What was that? Find me in the Опасные враги. Череп у шкалы здоровья означает, что для вашего текущего уровня этот враг слишком опасен. Если вам не удается одолеть соперника, попробуйте повысить уровень и вернуться позже. Как командиры и боссы, эти враги обладают устойчивостью к определенным мощным эффектам, поэтому сначала необходимо нанести им достаточно урона, чтобы их ослабить. Ой-о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 й. Ребята, нам бы отойти, ядрен батон. Hello? Calling out to any random... Yes, you. I am trapped inside the research lab at the former site of the Eden's Bounty Agri Center. Back in medkit, coming your way. My subordinates have become homicidally irritable, Это что, бимба? accountable for their actions. Find me. Ну, кстати, они достаточно быстро умирают. Правда, меня что-то это... И бьют они больно. Hello? Non-kill crazed passerby who can hear this. Yes, you. I am trapped inside the research lab at the former site of the Eden's Bounty Agri Center. You must help me. Accountable for their actions. Find me in the... Medical pack, now! Calling out to any random non-kill crazed passerby. Ready to take the heat off you, Commander. Just say when. Inside the research lab at the former site of the Eden's Особо сильных врагов можно узнать по шкале здоровья, отображающей повышенный уровень сложности боя. Как правило, это командиры и самые сильные бойцы группы. Сильные враги обладают устойчивостью к определенным мощным эффектам. Ну, это понятно. Так, подождите. Так. Я хочу эту пушку сейчас оставить на этот самый... А что у нее по патронам? Блин, маловато, ну ладно. Чё, кто меня там трогает? Ой, как я мало дамажу! О! Блять. Аптечку давай. Ха-ха, сосать. Сосать плюс лежать. У меня сейчас будет передоз или нет, интересно. А, у меня уже передоз. Так, ждем тогда. Ой, кончилось. Так. Давай вот эту попробуем. Что это такое? А, это прям винтовка винтовкой. Чего? Он пошел ее шатать? И женщина. Так, хилимся, отлично.
Так, давайте полутаемся, наверное. Самое время. Так, вот здесь кто-то. Оу, щит. My subordinates have become homicidally irritable, though remain unaccountable for their actions. Find me in the renovated grain silo. Help me formulate a cure. Hello? Calling out to any random non-kill crazed passerby who Ты can заколебал трындеть. Как тебя заткнуть нахрен? Вот дневник. Все, помолчи, пожалуйста. Я хочу в тишине побыть. Кошмар. А где босс? Я его где-то у бочки вроде завалила. Вот здесь, нет? Или это было не у этой бочки? Это было не у этой бочки. Так, мне нужен босяра. Где босяра? Ядрин, вон он. А, так я его, походу, полутала. Да, это был босяра. Блин, и что я с него получила? Я даже не посмотрела. Так, водка есть, окей. Так. Шунт обходной. Еще водка. Мне вот интересно, кстати, водку добавляют чуть ли не в каждую игру. Она такая популярная во всем мире. Мне казалось, что водку в основном пьют где-то у нас. А за рубежом там, ну, типа, всякий коньяк, вискарь, там, текилку, вот это все. А, кстати, еще здесь можно прятаться вот так в траве. Это трава, типа, стелсовая. Вот, но я ей особо не пользуюсь. Так, ну да, снаружи я точно все сделала. Пошли вовнутрь. Так, нужна другая пушка. Так, вот эту и вот эту мы убираем пока, да? Хотя надо запомнить электрический пулемет. Электрический пулемет просто бимба-пушка. Водка, выходи, звезда ты наша! Ай, блин. Так, блестящие сервомеханизмы, магниты, смазка. Смазка как раз для нас с психом. Да, псих? Давай попку. Ну и нахрена я на это потратила отмычку, блин? Говноеды. Какой бардак, что здесь случилось? Я здесь случилась. Так, внутренняя переписка. Береги свой зад, странный разговор, притворство. Чувствую, это какое-то говно. Если вдруг увидите на экране лупу, говорите мне, хорошо, я могу не заметить. Так. Блин, а я другие патроны не могу делать. Меня это так бесит. Я хочу делать патроны всевозможные. А мне не дают. Ой, папуля звонит. А избранным можно сделать оружие? Сравнить, осмотреть, удерживать, добавить к хламу. Да, избранное. Вот так вот сердечко на нем будет. Так, сейчас я по пулетте бахну. Пу-пу. Это что такое?
Что-то так странно. Я что сегодня с утра смотрела, что сейчас смотрю. Стримеры стримят какую-то херню. Вот реально, херню какую-то. Вот. Вообще, типа, смотреть некого. Ну, кроме меня, естественно. О, ну я просто смотрю, какая-то вообще дичь у них происходит на стримах. Папулетти? Да, я папу по-разному называю. Пупи, папулька, папулетти, пупидон, пульмина. Не, как там, не пульминатор, а... Короче, я его по-разному называю. Дон Папулька могу назвать. Ну, что такое, короче. Всякие мегабонги и прочее. Да, там что-то какие-то киноауки, какое-то общение, какой-то вот этот мегабонг. Я не знаю, сколько бы я не смотрела его, я, короче, на это все смотрю и такая думаю, блин, с одной стороны, интересно же, чем так затягивает игра, потому что затянула она капец скольких стримеров. Вот. А с другой стороны, ты смотришь, блин, он что-то выглядит так... Прям вообще. Ну, типа, это Vampire Survival, только поближе, да, и с техникой или с механикой того, что тебе там надо... Ой, там кто-то есть. Подожди, я сейчас наверх слезу. Короче, как-то это вообще очень странно, этот мегабонинг. Он мне вызывает сомнения. И я, окей, понимаю, что он заразный, блин, но его же стримить, типа, такое себе, не? Просто как это смотрят, для меня загадка. Что-то, кстати, понять еще не могу. В этой игре есть отвлекающее устройство. А оно не отвлекает ни хрена. Я тоже бывает смотрю, и нифига для меня интересного. Остается только вздыхать от безысходности. С вашего появления я насчитал целых 6 ужасных предсмертных криков. Вы наверняка тоже заражены. Да нет. Неужели? Кажется, вы настоящий рациональный человек. Свободный от жажды крови и влияния собственных базальных ядер. Итак, согласно указу Лофлера о пересечении рисков и положению об эпидемии 5А, я привлекаю вас к разрешению решившейся ситуации. Я Омид Ормсби, измыслитель концепции из отдела патентованной методологии и смелых решений. Теперь ваш временный начальник. Чё, блядь? Хотите сделать меня своей новой помощницей? Местные работники долго не живут. Надо же, как вы теперь запели. А ведь недавно упрашивали о помощи. А, вы про мои мольбы? Да, я всего второй раз оказываюсь заперт в подвале лаборатории. Признаюсь, я немного запаниковал. Но вернемся к замечательным новостям. Вы будете работать на меня в качестве личного ассистента и выполните короткое, но, не сомневаюсь, будоражащее задание. Оплату. В случае успеха ваш гонорар будет зависеть от продолжительности вынужденного найма, от опасности, которую представляют необъявленные угрозы и так далее. Получится хорошая сумма. Чего? Речи не хватает. 4 надо. Блин, да ну. Что за говно? Наша лаборатория сильно отличается от остальных. Здесь творится история. Человек не просто процветает, он сияет ярче с помощью своих коллег. Как же он втирает. Для этого требуется особая преданность. В итоге абсолютно все из нас смогут успешно построить карьеру. Как говорится, прилив сил поднимает все лодки. Думаю, правильно было бы назвать это манипуляцией. Кстати, о них. Как вам удалось попасть сюда, учитывая их безумное состояние? Ну, не погибнув.
А вы разве не слышали? Я почти всех убила. Так я и подумал. С криками иногда не поймешь. Ну, то есть... помогите, убивают! Может быть, очень похоже на... я схожу с ума! Жаль, у нас с ребятами была такая хорошая совместимость. Но, пожалуй, ничего не поделаешь. Самое важное — выбраться отсюда живыми, спасти данный исследовательный, второе по важности дело. Исцелить моих коллег — определенно третье. Все довольно прямолинейно. Мы применим нисходящий метод косвенного синтеза корония. Согласны? Понятия не имею. О, мать честная. Меня только что озарило. Здесь бы пригодился человек, сведущий в медицине. А вы, случаем, не разбираетесь в фармакологии? Я должен извиниться. Все забываю, что не все вокруг доктора, но это не важно. Если вы способны следовать простым инструкциям, то я наверняка смогу пошагово провести вас через весь процесс. Великолепно. Тогда за дело. Если у вас вопросы, задавайте их, пока мы не закатали рукава и не начали решать, что вам нужно. Что вы помните о случившемся? Как вы здесь очутились? Это было ужасно. Мы с моим помощником услышали громкий шум. Он пошел проверить, в чем дело, а я продолжил эксперимент. Когда он не вернулся, я выглянул наружу и увидел, как там бегают остальные сотрудники, все в крови и в поисках жертв. Очевидно, они подверглись действию какого-то экспериментального, вирулентного вещества. Я бросился в испытательную камеру и заперся, чтобы избежать заражения. Ну что ж, хотите спросить что-нибудь еще? В такой фантастической лаборатории вы наверняка сами решаете, что делать, да? Казалось бы, но цели ставит начальство, а наша скромная команда исследователей старается все исполнить в лучшем виде. Мне бы очень хотелось еще поболтать, но нам, пожалуй, стоит заняться делом. Нам понадобятся две вещи. Свежие образцы красных спор и данные из экспедиции. Тогда мы сможем создать противоядие в относительно короткий срок, но без вашего профессионального участия, конечно же. Не без вашего. Где найти? Споры можно собрать с красного растения, которое водится рядом с высокой скалой к северо-западу отсюда. Прозвище ей дали гениальнейшее — Красная скала. Все плоды труда исследователей хранятся на терминале в другом здании нашего комплекса. Можно считать ту лабораторию дополнением к этой. Когда противоядие окажется в наших руках, мы сможем спасти моих оставшихся коллег. Поэтому постарайтесь их не убивать. Одного уже убила, к сожалению. А он так и не выходит, да, оттуда? Ладно. Типичная тетя Космос. Действуй быстро и все ломай. Так. Данные на картридж, образцы. Давай данные на картридж, окей.
А третья что, убежала? Goodwin here. Field report update. We are approaching the Raptidon Den. These beasts have exhibited excessive irritability as of late. We endeavor to determine why. Surely the red spores aren't to blame. Windborne spores lack the catalytic agent of our food additives. Only way to be certain is to gather a stool sample. Simple enough. A routine task for О, the пестик мне еще тут audacious нравится, он field достаточно team. скорострельный. Quiet now as we approach the rap's nest. Certainly this spirited variety will offer... Oh, no! Oh, okay. We need to run now! Ну, тут куча красных растений, а где цветок? Блин, это вроде казался то ли босс, то ли что-то такое, а по итогу... По итогу ничего такого. Foraging time's over. We should have what we need. Так, а здесь нет никакого секрет-рума. Remember, Simba. Так, ну вниз это прям сильно вниз. Вроде больше нигде секретного ничего такого нет. Можем назад возвращаться, да? Тебе стрельба тут нравится или относительно терпимо? Смотри, на каких пушках. Вот. Револьвер мне тут как-то не особо нравится. Пестик, ну, терпимо, но тоже. Вот этот мне нравится. Мне нравится моя электронная и дробаш. Но дробаш мне нравится то, что он вносит очень много дамага, но тоже надо в упор стрелять. Вот. Я помню, в борде ты не любила дробовик, а тут наоборот. Ну, потому что где-то дробовик норма, где-то нет. В этой специальной зоне опытные образцы можно безопасно перемещать в камеру и обратно. Ага! Позвольте мне провести беглый осмотр и... идеально! Уверен, в лаборатории есть подходящий нейтрализатор. Я в 2 счета найду нужное вещество на нашем складе реагентов. Я 2 счета найду... Ага, поняла. Всегда удобно иметь под рукой источник важных веществ. Возможно, мы еще добьемся успеха. Тетя закроет глаза на недавние неудачи, если я предоставлю им ходовой товар. Только представьте рекламные слоганы. Воздух теперь с особой раздражительностью. Правда, он действует только на сотрудников тети Космос, так как противники у нас без консервантов. Чего? Привет, Ром. Но не будем забегать вперед. Сейчас нам нужно изготовить противоядие. Если случится спасти моих оставшихся коллег, они помогут быстренько вывести продукт. Я обычно бы сказал, что совершенно не терпит спешки. А вот, я определил идеальный нейтрализатор. Держите, поместите его в образцы спор в устройстве для синтеза.
Так, потертое устройство, в котором долгое время смешивали различные химикаты. Располагая нужными ингредиентами, вы сможете синтезировать в нем противоядие для убийственно-раздражительных сотрудников внутри и за пределами лаборатории. Так, медицины у меня нет, да? Чпоник. Мне не терпится оставить всю эту кошмарную ситуацию позади. Правда, в конце концов, этот день может оказаться очень прибыльным. Я видел, как вы воспользовались устройством для синтеза химикатов. Полагаю, вам удалось создать противоядие? Да, но, боюсь, вам придется доплатить. Какая вы предприимчивая, но у вас не настолько сильная переговорная позиция. Я ведь могу просто подождать, когда сюда придет другой безмозглый олух. Вы же не позволите тому тупоумному придурку забрать вашу награду. Не подействовало? Ну ладно, можно и добавить немного сверху в знак признания превосходного выполнения задания. Отлично. Чудесно, чудесно! Я знал, что на вас можно рассчитывать. Так, я запускаю систему фильтрации воздуха. Вот так. Всего через несколько секунд противоядие начнет циркулировать по зданию. Все живые снова скоро будут как новенькие. Чудесно. Заберите вознаграждение из сундука позади меня. Я обязательно доложу руководителю о вашей помощи. А, кстати... Властью, данную мне указом Лофлера о пресечении рисков, я, Оми Тормсби, засим освобождаю вас от служения тети Космос. До встречи. О, эвакуационный костюм. Стартер плюс адреналинный бум восстанавливает ХП. Так, праймеры для ингалятора. Праймеры — это особые инструменты, синтезирующие лекарства через ингалятор. В вашем распоряжении можно выбирать праймеры и помещать их в ячейку, изменяя эффекты, силу ингалятора. Ищите новые праймеры, которые лучше подойдут вашему стилю игры или усилят лечение. Различные способы и предметы снаряжения также открывают дополнительные ячейки ингалятора, что позволяет использовать одновременно больше одного праймера. Лечение будет усилено, однако уровень интоксикации при применении ингалятора повысится. Так, лафория бессердечная. Необычный материал для создания предметов на верстаках. Окей, и деньги. Так, псида. Интересно. Все? Больше ничего нет? Ну ладно. Здесь все в газе. Но просто прикол в том, что тут выживших не осталось. Лол. Так, ладно, мы шли вот сюда. Чё, Ром, как дела? Рассказывай, где пропадаешь? Блин, так хочется радио здесь включить, но, блин, я боюсь, что мне реально заблочат аудиодорожку на ютубе. Хотя можно тестануть. Так, мы нашли Вестпорт. Можно оббежать здесь каждый дом. Но, я думаю, потом... Ой-ой-ой-ой, автоматон. С автоматоном мне будет сложно. Тихо. Тихо. Я в домике. Меня не видно. Подожди, стой. Мне нужны... Где мой нож? Слишком сильный враг. Блять. Нет! Он меня потрогал!
И я его потрогала. Так и живем. Кто там? А, еще крабы. Тут яиц крабов столько, жесть. Ух ты, пес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, мне нужно срочно... Так. Так, всякая еда. Еда. Крепленное вино. Так, еда. Патроны, металлолом, порох. Это хорошо. Так, что у нас еще тут есть? Давайте глянем. Так, одежда космического путешественника, картридж. Так, подмоченные медикаменты протектората. Так, это все что хилит. Дом, работа, работа, дом. Привыкаю к графику новому. А что у тебя там? Ты работу новую нашел? У себя или куда-то поехал? Вода еще есть? Так. Мне нужно карту. Итак, мы посмотрели вот эти два дома. Там еще 3 надо посмотреть, да? Правда, вот не могу понять. Вот эти яйца, они разрушаемые. Их нужно разрушать или не страшно? Ого, сколько тут всего, офигеть. Обносим хату. Элька, золотая ручка получается, да? Так. Тузбольная карточка Шайна Грейд. Порог ломки от интоксикации. Да что за фигня? Так, о, птичку дали. Птичка это годно. Так, текилу нашли. Так. Жулик, не воруй! Оно ничейное! Если б я воровала... Если б я воровала, оно бы было бы красное, и было бы подписано, что я ворую. А я не ворую, смотри, оно ничейное лежит. Так что не надо тут клеветать на великолепную Леонору. Капец. У себя? А чё, кем теперь работаешь, рассказывай. Так, требуется подтверждение доступа. Подтверди пароль. Введите пароль вперед, молодчага. Угу. Тайные амбиции. Если бы мне только предложили, я бы с удовольствием жил жизнью мелкого чиновника в администрации среднего звена. Но в протекторате мне выпало... Продашь все, что не надо. Полутай, мы лишней смотри, будем рады. Полутай, как ревновать. Полутай, полутай, сука. Так, в протекторате мне выпала иная доля. Куда ты получил назначение, там и должен оставаться. Я задаюсь вопросом, а как быть человеку с амбициями, если не хочется прозябать в неизвестности? Я часто думаю, как бы мне жилось в свободном меритократическом обществе тети Космос. Но одно, даже появление таких мыслей гарантирует быструю отправку в центр умственной реабилитации. Во, здесь лоботомию называют умственная реабилитация. Жесть, дедулечка, привет. Так, муки выбора. Звучит неслыханно, но покровитель Хогарт перевел меня на новую должность. Он попросил меня подбадривать других подданных, декларируя мудрые слова суверена. Да, это огромная честь, но я беспокоюсь, вдруг я отвлекусь и начну петь бодрые рекламные мелодии наших соперников-корпоратистов. Надо собраться, я же молодчага, а молодчаги не мучаются такими сомнениями. Молодчаги, мучаетесь такими сомнениями или нет?
Так, администратор Чаттерджи сообщил, что мое поведение в последнее время подводит весь протекторат, так как я посещаю уборную на 5,6, на 5,6, да, это же десятые или сотые? Процента чаще. А сам я стал нервным и беспокойным. Я не смел назвать причину. При каждой удобной возможности меня обуревает желание поглощать пурпуричные хрустяшки от тети Космос. Я кивнул, приняв 6 высказываний и дополнительный рабочий час, чтобы компенсировать снижение моей продуктивности. Но мои мысли уже упорхнули к моему сладкому запретному плоду. Каким бы интересным мне ни казался сериал «Красная мантия», он привнес в мою жизнь беспокойство и сомнения. Как и все зрители, я радуюсь подвигам одинокой праведной дозорной, которая крушит тайных предателей, желающих подорвать благоденствие нашего протектората. Но когда негодяев отправляют на умственную реабилитацию, я не могу задаваться вопросом, чтобы Красная мантия подумала о моем пристрастии к пурпуричным хрустяшкам, о моем пристрастии к их рекламе. Мне кажется, я знаю ответ, и это страшно. Предатель. Цезрада. Типа механик, что-то сломалось, чиню. Все работает, курю, но чаще гайкой кручу. Чинишь какую-то технику или чинишь машины? Или что чинишь? Или все чинишь? Опа, полутай. Татара-та-та-тара. Так, ежеквартальные научные приключения, том 1 из 10. Опа. Здрасте. Здесь кого-то вбыло. Ой, ежедневник хорошей соседки Эмили Вудхем, середина 2058 года. Очередной идеальный день. Дневник, в который скрупулезно вносятся записи для последующих воспоминаний и просмотра дозорными. Так, проснулась утром очередного комфортного и безопасного дня с чувством благодарности покровителю Хогарту и нашему добросердечному суверену. 7:30. Автоматон подал мне на завтрак питательные блинчики «Дань памяти». 10:30. Заметила соседа Догерти. Он сегодня вышел на утреннюю прогулку раньше обычного. Нужно проследить за ним. Возможно, потребуется написать донос. 12:30. Пришел сосед Райланд. Мы вместе занимаемся ремеслом. Это так называется, да? Угу. Он принес свежий полуфабрикат пирога «Уверенность», выразил крайнее удовлетворение нашей идеальной жизнью и размышлял о том, закончится ли она когда-нибудь. 12:32 донесла на соседа Райланда. 12:45 съела пирог. 17:00 перечитала путеводную звезду Вселенной за вкусным ужином, насытила ум и тело. 20:00 легла в постель и слушала всеобщую соседку Пруденс по радио. Не испытывала никаких сомнений или тревог. Очередной идеальный день завершился. Во славу суверена Эмили Вудхэм, важное звено. Крыся. На гранульном заводе. Ладно, я сделаю вид, что поняла, что такое гранульный завод и что он делает. Нивеляторы плазмы. Ага, так, припасы, металлолом, контейнер. Так, картриджи. Все, спасибо. Все за деньги. Так, ну, тут мы все полутали. Идемте вот эту теперь, да, второй уровень. Что за 1984? Это о чем? Это ты о чем? О, блин, было бы классно, если была вторая дверь, и мы бы так дыщ заходили, да? Так, лутаем трупы, конечно же, да? У нас много денег, много всего будет. Так, эть. Включаем радио. Сигареты нашли. Угу. Все? Это вроде называется салун, да? Где вот такие вот двери ковбойские. Производит гранулы для котлов. Что он еще делает для котлов? Для каких котлов?
Я знаю гранулы. Порошок есть в гранулах. Наполнитель кошачий есть в гранулах. А что еще есть в гранулах, чат? Кто знает? Жесть, я у папы инженер! Да, своего рода. Так, полицейский шлем, потрошки. Тебе уже ничего не надо. Ты что, обосрался на кровати? Бескультурщина, конечно. Безкультурщина. И все? Да. Так, третий мы не трогали, да, дом? Отопительных котлов. Ого, тут кого-то после кровавого поноса разнесло. Леха, это ты? Лех! Лех, ну надо было жить, надо было сражаться с ним, с кровавым поносом. Typical predicament for an anti-bottom runger like me. Wish I never snuck in here to begin with. Seemed like a good idea at the time. Nah, it was a great idea. So much stuff for the taking around here. Motherload of loot. Plenty to get me back in the Sprag race. Just didn't account for all these crabbles. Real fly in the old ointment. I could just sit tight, live lean off all these supplies, hope the crabbles skedaddle. Or maybe open the door and bolt. Seems like a good idea. Nah, it's a great idea. Так, ну все, можем идти. Твои колдунства не перебороть, да? Похоже, мы на месте. Закон милостивый. В последний раз я так нервничал на горизонте. Надеюсь, он здесь. Мне кажется, его уже здесь все нету. Здесь что-то никого в живых нету. Ой, тихо. Тут, короче, вчера случилась такая шняга. Это просто жесть. Я что-то бегу такая, и вижу там, короче, ну, у меня такой, типа, берег, озеро, и на той стороне, это не шахта, господи, какая, пещерка. Пещерку вижу. Вот, и я такая думаю, надо, короче, туда как-то добраться, но обходить впадлу, попробую нырнуть да доплыть. Я туда ныряю, меня, короче, в воду, в глубокую, еще и звук такой мерзкий, и типа, вы умерли. И я такая, можно было, ну, как-то по-другому это сделать? Блин, а где картинка для волос? Короче, жестко, вообще очень жестко. Ай-яй-яй. 50 чисто ровно вообще на письке, да, Ром? Нет, что-то отвалился. Почему у тебя там отвалился? Ай! О, дедуля, как же ты хорош. Как мощны твои лапуськи. Лапуськи, пиписюськи. Так. Баланс, да. Ты так и не нашла резинки? Не, мы вчера что-то смотрели, ничего нормального не было. Найлз? Здорово, Зэп, выглядишь хорошо. Так, подождите. Взлом нужен на 2, да? Ты всегда трогаешь чужие вещи? Да? Хе-хе-хе. А что, нельзя? Мой разум накрыла тьма? Я думал, ты мертв. Интересно, с чего вдруг? Всего-то 4 года не виделись. Сходил, значит, погулять, да? Проветриться. Хорошая у тебя вышла прогулочка, масштабная. Шарнирные модули не износились?
Знакомься, Зэп, это мой командир, она руководила миссией на горизонте. Привет, Димулик. Значит, с кем-то ты поддерживаешь отношения, просто не со мной. Ты бесишься, потому что у Найлза теперь друзья покруче тебя. Но он не жлоб, он ведет себя как токсичный чувак. Не знаю, как это объяснить. Давайте третье. Ты бесишься, потому что у Найлза теперь друзья покруче тебя. Не торопись, командир. Я пришел не просто извиниться на словах, я хочу загладить свою вину. А, значит, сейчас ты готов помогать. А где ты был, когда началась война, или когда меня увезли на умственную реабилитацию? Где ты был, когда без тебя было никак? Ха, он в чем-то прав. Найлз, почему ты не помог ему? Могло быть и хуже, он мог оставить тебя болтаться в мертвом космосе на десяток лет. Как сказать, что ты это злопамятная, не говоря, что ты злопамятная. Ай. Найлз, почему ты ему не помог? Ты льстишь мне, раз думаешь, что я могу в одиночку взять штурмом целый комплекс. Только реальность другая. Я ничего не мог сделать, даже если бы захотел. Да, я тебя подвел, но я хотел снова заслужить твое доверие. Я наверняка мог бы с чем-то тебе помочь. Я знаю, что ты продолжаешь бороться. У меня нет времени спасать тебя от заевшейся совести, Найлз. Мне сейчас о другом нужно думать. Это Бэйнс. Мою команду схватили. Фэроу и Марч мертвы. Остальных протекторат арестовал и планирует допрашивать. Сюда уже летит корабль, который доставит нас лично к консулу. Мне кое-как удалось улизнуть. Вот зараза. Похоже, данные приняты, но что-то явно не так с соединением. Ключ к шифру не передается. Вижу ее. Эй, ты, немедленно отойди от терминала. Одра. Твою мать, я... Все разваливается. Ага, блин, я бы сказала, ой-ой-ой, у кого-то неприятности. Но мы не будем злорадствовать. Мы об этом подумали, но не сказали, да? Или сказали? Сказали или не сказали, чат? Ну ладно, сказали бы. Я сразу почуял неладное. Зэп, во что ты ввязался? Одна из моих оперативников. Я организовал миссию по проникновению на глаз, чтобы добыть ценные данные, но что-то пошло не так. Без ключа к шифру данные бесполезны, но сейчас я больше беспокоюсь о своих людях. Если ты искренне хочешь помочь, докажи это. Спаси моих друзей, пока их не увез этот корабль, прошу. А чё он на меня смотрит? Ладно, Найлз. Конечно, это даже не обсуждается. Хорошо. Раз речь о корабле, значит, моих людей удерживать на посадочной площадке Гласса. Используй мой позывной, чтобы они приняли тебя за союзника. Уверен, Найлз его помнит. Будьте бдительны и осторожны. Охрана Гласса, не колеблясь, откроет по вам огонь, если вас обнаружат. Не беспокойся. Именно к таким ситуациям нас и готовили. Да, но униформа не спасает от пуль, если ты не забыл. К счастью, у нас есть знакомый врач. Рамазавр, так что, ты возвращаешься на стримы? Чё не еще? Так, я еще не нашла способ проникнуть на станцию Глаз, нам нужно время. У меня есть вопрос, всего парочка. Тогда будем надеяться, что корабль тоже прибудет не скоро, и что мои друзья выдержат пытки, которые их будут ломать перед встречей с консулом. Ладно. Тоже мне. Неженка. Так. Ладно, туда пока не идем. Район. И чё мне? Спаси диверсантов. А вот это что? Найти редактора Квинлен.
и не пропадал. Ну... Не, ну ты типа был на стриме, ты же ничего не писал, поэтому для меня ты пропал. Так, где-то здесь, да? Наверное, в этом доме. Это еще что? Непротекторианские индивидуумы завалились ко мне на порог. Чувствуют себя как дома. Должна признать, я привыкла к более высоким стандартам предусмотрительности. Говорите, зачем вы здесь, или уходите, как пришли. Вижу, вы нашли мою публикацию. Еще раз убеждаюсь, что все надо аккуратно подписывать. Вот, за труды. У меня украли полную коллекцию ежеквартальных научных приключений, а потом ее распродали неизвестным лицам по всему острову. Вы уже проявили талант к возвращению имущества. Я хочу возложить на вас задачу по поиску остальных выпусков. В награду я передам вам редкие предметы и биты. Хорошо. Я рада, что вы, так сказать, взялись за дело. Очень в стиле Зейна и Амиго. Возвращайтесь, когда найдете еще 4 выпуска, и я обменяю их на другие ценные диковинки. Сохраняйте веру. Так. Ну, вроде как все. Нет? Я укушу Алексея, ведь он такой пиписька. Короче, я пойду у Усатого все-таки возьму квест, хоть он неприятный. Но я так понимаю, благодаря ему мы сможем попасть на глаз не так неприятно, как могло бы быть, поэтому придется. Тем более он там хотел жителей Вестпорта, да, вроде к себе. А что это возле него за иконка? Я вот понять не могу, что это такое перечеркнутое. What's on your mind? Припоминаю такое, хотя и не ставил бы на это свою шляпу. Возможно, я видел это имя при просмотре записи протектората о назначении места жительства. Архив в этом здании, можете воспользоваться им в удобное время. Держите набор. Картриджи с рекламой, амбидекстрин, различные стимуляторы, бесплатные образцы, припуричных хрустяшек. Все, что нужно, чтобы победить нерешительного противника. Теперь перейдемте к месту действия. Начните с покровителя Хогарта, убедите его уйти, и его подданные поплетутся за ним следом, словно коровцы. Итак, вы наверняка спросите, будет ли награда за столь непростое задание достойно, и я отвечу, в качестве вознаграждения в этот подвиг я предлагаю вам точную копию моего единственного в своем роде благородного знатока ограниченной серии. Кого? С этого момента вы официально вступаете в борьбу за дальнейшее развитие инноваций и свободного рынка. Но предупреждаю, я могу только догадываться о потребностях жителей Вестпорта. Вступите с ними в контакт, оцените ситуацию, и лишь тогда вы сумеете их мотивировать. Так. А что мне там надо было? Наблюдение 5 и речь, да? Качаем речь. Так. А, Вестпорт — это вот этот город, в котором мы находимся? Ой, лоу. Hello again. Oh, Inez. You look
Ты выглядишь, как будто тебе нужна ванна со льдом и чашечка нашего нового трип-чая. Что-то случилось? Случилось. Я только что расторгла свой договор. Теперь могу доказать свою ценность всем в тете Космос, так как сама захочу. Чудесные новости. Или нет? Должна признать, я пока не до конца разбираюсь в местных договорах, но ты, кажется, довольна, так что я буду за тебя радоваться. Так, новости хорошие. Теперь Инесс может починить свой трансплантат. Она говорит, что это по твоей части. Об этом в городе мало кто знает, но раз Инесс тебе доверяет, то доверюсь и я. До того, как я начала выдающуюся карьеру работы с нашими ручными чешуйчатыми друзьями, я была исследователем в отделе улучшенных солдат. И я была уже на пороге прорыва, когда программу закрыли. Когда думаю, сколько жизней я могла изменить, Но и сейчас я стараюсь помогать, чем могу. Когда моих знаний о первой помощи не хватало, доктор помогала мне. После трансплантации я несколько недель не могла встать, но она меня выходила. Увы, моей помощи было мало. Теперь ты можешь сделать еще больше. Верно. Инесс, у меня наводка. Я вычислила у нас на острове 2 зверей, с которыми ты можешь оказаться совместима. Правда, добыть на подходящие образцы будет непросто. Первый кандидат — крабень-скелет. Это редкий альбинос, которого ученые из протектората в последний раз видели на западном побережье. Ученые, увы, пропали без вести. Мне повезло наткнуться на их старый отчет, а также найти код от их оборудования. Если их участь была такой, как я думаю, код может тебе пригодиться. До меня доходили слухи об этом звере. Похоже, наш скелет намного крупнее обычного крабня, а еще злее и умнее. Второй кандидат — это Раптидон-матриарх. Единственная на острове, насколько я знаю. Последний раз ее видели среди скал рядом со станцией Глаз. Это в сердце территории протектората. Задал нам задачку этот матриарх. Она намного агрессивнее и умнее своих мелких сородичей. Есть идея, как убить матриарха? Когда вы проникнете в логово матриарха, ее нужно будет пробудить от анабиоза. По моему опыту, феромоны отлично справляются с этой задачей. Инесс, уверена, ты найдешь подходящую формулу. Превосходно. Матриарха ждет довольно неприятное пробуждение, так что она сразу на вас набросится. Советую держать оружие наготове. И так ты получишь свой трансплантат. Исправляем один трансплантат другим, что может пойти не так. Уверяю, моим исследованиям можно доверять. Я не такая, как предыдущий хирург Инесс. Для меня работа — предмет гордости. Итак, когда вы добудете одну или обе конечности, сразу возвращайтесь сюда на операцию. Да направит вас матриарх, то есть закон. Спасибо, закон. Матриарх, нам сейчас любая помощь пригодится. Инесс, идем на охоту. Идемте на охоту, окей. Так, один, как я и думала, в этом самом, а другой вот здесь. Это надо через всю зону, что ли, пройти? Оу, щит. Оу, щит. Александр Кушнарев, привет. Как по впечатлениям ОВ-2? Много повесточки, много СЖП, сильных женских персонажей? Не, пока что не было ничего такого. Игра цветастая, конечно, да, но нормально играется. 32. Ну, паршиво, когда твои опасения оправдываются. Ученые давно мертвы, а это должно быть устройство, на котором говорила доктор. Сюда, командир. Что такое? Похоже, этот терминал направляет питание на динамики вокруг пещеры. Они выманивали крабней звуком.
rules out. Let's see Так. here. Let's not end up like these poor scientists. Постараемся не повторить судьбу. Генератор запущен, пожалуйста, подай питание на фонатрон, господи. Он поднимет такой шум, что скелету захочется сбежать. А мне что делать, стоять и красоваться? Если командир не против, можете нажать кнопку вместе. Так, я сохранюсь сейчас, на всякий случай. Ой, там еще кто-то появился, ёптить. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, ребята, эта пушка не подходит. Ай, да хватит меня трогать! Нет! Я сейчас умру! Я хочу жить! Пожалуйста, жить, блядь! Ага. Ладно. Оружие не то. Надо другое. Так, вот этого, наверное, нет патронов, да? Ну да, патронов нет. Так, мое любимое оружие есть патроны? Тоже нет. Но ё-моё. Ну давай тогда пестик. Вот на пестик точно много патронов, нормально. Так, ну поехали, чё. Попытка номер 2. Да ядрить твою налево. Мудозвон. Да ядрить вашу налево. А где вторая? Что я не поняла, где она?
effective. Now we just need the specimen. Mind the pincers. They can be a little feisty even after. Так, образец ткани, плазменное железо крабня, панцирь и крабовое мясо. Окей. Mind bringing it over here so I can take a gander? Все-таки эта пещера, видимо, была для квеста сделана. Просто я сюда пришла, и ну, я ничего здесь сделать не могла. Я думала, сюда надо свет подать. А оказывается, оно для квеста. Так, первое есть. Дальше что у нас тут? Здорово еще раз, жваха. Так, идем сюда, тэпаемся. А, хотя нет, мне надо в город попробовать патроны пополнить, да? Если я их не могу скрафтить, то, может, я хотя бы их купить могу. She'll give you some new glitz. Give Auntie 5 bits, and she'll give you a facial spritz. Так, сори, надо было написать. I must take this admonishment. But without my leg. Literally, probably not very dexterously. Metaphorically, well, that depends on your own initiative, doesn't it? Here are my supplies. Так, сейчас хочу глянуть этот. Есть что по заданиям? Ничего нету. Ну ладно. Хороший улов, доктор Тинсли будет довольна, но я буду еще больше тебе благодарна, если мы изловим и другого зверя, прежде чем доставим ей образец. Окей. Тетя Космос и Протекторат не сходятся во мнении по одному вопросу. Протекторат считает, что им невозможно пустить кровь. Мы думаем иначе. Надо что-то сделать, командир? How personal are we talking? Couldn't say I would have continued serving on the front line in an upgraded capacity, but, well, once the state of my graft became like garbage, look, I knew dismissal was a possibility. Oh, if nothing else, of course I do. Anyhow, I would rather return to the right. Like they treated me better than my last employers did. And despite recent events, I believe in their mission. We can give folk here in Arcadia a better life. Of course, you can think what you... I ain't the only one who welcomed the chance to enlist with open arms, I'll tell you that. The same could happen here. It ain't like we want now. That takeover was the best thing that ever... Fine by me. No, they're good. Said we'd all get burned if we put too much stock in the promises of this foreign corporation. Сейчас это просто разговоры с ней для того, чтобы, видимо, отношения улучшать. Тут так много текста, я это читать не буду.
Our colony, with those of us at the bottom, only found joy with our families, our friends. Most of them, though they're, of course, in Tau Ceti. If you couldn't work, last day, we never. So if you're wondering why I still hold a candle for Auntie's choice, after everything, it's been years now since I talked about it. Fine by me. Our onboarders promised that if we demonstrated exceptionalism, showed initiative, that we'd get promoted quick, and our days of living in squalor would be far behind us. Oh, they didn't. The VPs set their own cans down, half-eaten. It ain't like, can't complain if where we're needed is in a trench staring down the barrels of a minigun. I reckon that's a difference in perspective. I don't know if I would have made it out alive without him. Maybe better than I'd feared. Only had to bury 2 troopers and amputate 5 limbs. Commander, has your gray matter reverted to that of a prepubescent? No, we ain't, you know. But maybe could have been, under other circumstances. But he almost got, it was a rough few nights at first, knowing I couldn't help folk who needed it. And the reward, I appreciate. In any case, I'm only standing here because, fine by me. Then he didn't, but suppose if her treatment doesn't stick, then maybe it's my time to go. I'd rather not dwell on those moments. Что, еще что-то с ней надо обсудить? Да что такое? Да нет. Почему над ней это стоит? С ней больше не о чем разговаривать. Пец. Так, стоп, нет, нам надо, что нам надо? Так, во-первых, смотрим, что здесь у нас... Ой, я микрофон убрала, извините. Что это? А вот теперь думай, что это. Там новые куси. Некоторые могут сломать тебе мозг. Так. Welcome, well. How can I improve your day the Auntie's way? Sprats again. Welcome, welcome. No sign of those crafty little devils as yet. А, это чтобы его обворовать, что ли? Или No что? sign of them sprats, thank law. No sign of those crafty little devils as yet. I'll keep looking. Coming back out. Be there in a moment. Странно, а зачем его? Чтобы что-то украсть? Ну тут ничего важного. How can I improve your day the Auntie's way? Like they... Гремучник, ну это револьвер. Змеиная дробь. Превращает стандартные патроны в патроны для дробовика. Оружие получает увеличенные разбросы, огромную убойную силу на ближней дистанции, но его точность уменьшается. Да не, фигня какая-то. Так, давай улучшенный дешифрованный ключ возьмем на всякий случай, хотя я не знаю, зачем он мне. Так, продать. Продать. Что мы можем продать? Давай, наверное, пистолет биомасс. Так, посохи продадим. Вот это тоже продадим. Так, револьвер мне тоже не нужен, выкину его нахрен. Так, все остальное я оставляю. Так, броня. Форма с патронашем. С патронташем, господи.
Так, что вы тут закусали-то все сразу? Это да. Так, ну пойдем попробуем верстак. Ну, я не знаю. Тут нет Блин, а где рецепт на патроны? Это так странно. Это очень странно. Что вот это? Меняет тип урона на плазменный, при этом уменьшая урон. Плазменный урон накладывает уровни ожога. Не, это я не хочу. Так, меняет тип урона на коррозийный. Ну, нет, коррозийный не хочу. Так, 1,5-кратное приближение увеличит урон от попадания в слабое место. Да нет, тоже не то. Все не то. Оружие стреляет очередями по 3 патрона, которые при попадании накладывают зирание, увеличивает последующий урон от этого оружия. У автоматонов есть иммунитет к урону от зирания, и они становятся только сильнее. Ха-ха! Нет, не буду ставить это, спасибо. Так, ладно, верстак. Создание. Доза ингалятора. Но это нет, это мы можем пополнить. Защитные пластины. Можно, но зачем? Так, заглушает выстрелы и увеличивает урон от скрытой атаки, но уменьшает базовый урон. Нет. Меняет тип урона на плазменный. Нет. Так, магничка не нужно. Нивеляторы плазма нет. Нивеляторы электричества нет. Вести стрельбу во время скольжения. Это уже стоит. Меняет тип урона на плазменный. Нет. Фугасная мина, понятно. Так, дополнительная кобура еще не хватает до сих пор. Так, легкий пистолет, улучшенный магазин, увеличивает размер магазина и скорость перезарядки, а также позволяет пробивать слабо защищенные цели. Во, вот это надо! Но у меня нет пружин, твою мать. Твою мать, подождем, твою мать. Прочее, модификаторы брони. Расходуемые предметы. Оно вот здесь должно быть, но их нет. Модификации. Да мне ничего пока не надо. Разбор. Что мы можем разобрать? Какие-то пушки типа. Да я все продала уже. Улучшение отряда тоже пока не надо. Хотя нет, Инесс вроде можно. Или нет? Блин. Так, где тут было... Так, нужны патроны. Так, короткие боеприпасы, патроны для дробовика. Вот это мне надо. Давай, все покупаем. Патроны для дробовика тоже все покупаем. Все остальное мне не надо. Мне нужна еще одна кобура, чтобы у меня было 3 пушки. Дробаш, пестик и это, которая у меня молниями стреляет. В первой части я налутал себе отличный бронекостюм. Обожаю игры, где можно лутать не спеша. Это да. Это да. Я тебя понимаю. Это что, все легендарки? Нет, оно просто такого цвета. Это просто чертежи. Это не легендарки, насколько я поняла. Так, а что тут? Верстак, специалист по пополнению запаса тети Космос. Торговый автомат с модификациями. Просто торговый автомат. Ну-ка, давайте просто в торговый автомат сходим. Так, ну тут тоже есть. Ну давай купим тоже, окей. Хотя у меня денег уже не так много. Ну давай купим, окей, чтобы у нас точно все было. Так, все, ну в принципе я готова. Вернуться к отелю. Да еще рано к ней возвращаться. Так, карта район. Я хочу пойти по той стороне. Мы еще полчасика... уже пора заканчивать? Блин. Даже не знаю. Ты мертвый или нет? Ты шевелишься просто. Так.
Я уже столько шкуры рапидона пособирала. Нахрена она нужна? Я вот понять не могу. Спасибо. О, аптечка. Улучшенный дешифровальный ключ. О, это все прекрасно. Как же это все прекрасно. Как же я люблю обносить их дома. Да, но... Что у меня давно вопросительного знака не появлялось. Так, блестящий сервомеханизм, металлолом, черный порох и энергоконтейнер. Так, это что? Брошенный верстак. Кто-то пользовался этим верстаком, чтобы изготавливать аптечки. Материалов осталось достаточно, чтобы человек с нужным познаниями сделал еще одну аптечку. Используя оставшиеся материалы и познания в медицине, вы создаете еще одну аптечку. Класс. Еще супер. Так, там вон какой-то ёбот. Нормально долбит. Давай, Дексик, доброй ночки. Так, это что такое? Я поняла. О, пружины мы нашли. Мы теперь можем сделать эту... крафт. Обалденные вкусняшки, пурпуричные хрустячки. Нос повесил, не грусти, а хрустяшкой похрусти. Солдат, смирно. Докладывай, что ты здесь делаешь, где твой отряд? Какой отряд? Я просто ем пурпуричные. Стоп. Мой отряд. Закон. На нас... Они напали из засады, столько крови, я туда не вернусь. Черт, дело плохо. Слушай, мы тебя не заставляем, но если останешься здесь, тебя порешат рапты или кто похуже. Твой отряд не хотел бы для тебя такой судьбы. Да, это... Черт, это верно. Мне нужно вернуться в Фэрфилд, вернуться в наш походный лагерь, туда, где безопасно. Вот-вот, иди в город. Навернешь там тарелочку пурпуричных хрустяшек, успокоишься. Ты готов? Да, спасибо за помощь. Закон милосердный. Протекторские твари забрала наше оружие. Как я теперь вернусь? Какой ужас! Even if I miss, the noise should scare off any raptidons. Thank you. Gotta say, Commander, this weren't one of your finer ideas. Let's hope he ain't got the wherewithal to actually pull the... Ну вот мы и одни. Чат, теперь никто вас не спасет. Доставайте свои телефоны и кошельки. Или я вас захуярю нахуй. Ой, бля, идиотина. Я его спасла, чтобы он сдох. Меня палят теперь? Нет, только там на... Если первая покупка мемкоинов, и если типа на весь экран что ли делать, или что-то такое. Да там какие-то нововведения были, надо поменять, убрать это все. Так, там какая-то зеленая херня. Это точно так и должно быть?
Лечение отравления зиранием. Вы отравлены зиранием. По мере отравления зиранием шкала интоксикации уменьшается, сокращая количество использованного медицинского ингалятора до наступления ломки. Посетите врача, чтобы очистить организм от зирания за отдельную плату. Оу! Поняла вас. Это что, отчаявшийся начальник отдела маркетинга выходного пособия не дали, теперь по хрустяшке поет, да? Не, скорее всего, это какая-то типа шоковая ситуация. Да ну... Да, оно мне, короче, не дает перепрыгнуть. Я здесь не могу. Ладно. Не надо убирать. Да не, мне самой нравится, когда непонятно, кто кинул. Так, ну, получается, нам идти только... А, ну тут еще можно что-то посмотреть, что там. Кто там? Так, куда я пришла? Какие-то маленькие эти. Так, ну нам пора заканчивать на самом-то деле на сегодня. Продолжим послезавтра. Или завтра, может быть, я подрублю на 3 часика. Так, мы тут были? Нет. Ой, здрасте. Я тут хату вашу обнесла. Пятый из 10, хорош. Ой, тут у кого-то кровавый понос был тоже. Да еще только писаны по стенам. I must say, I have some many reservations. This protectorate has always provided for us. For what reason would we forsake such a stable and safe way of... Так, ладно, еще 15 минут, идем спать. Да, да, идем. So your superiors order you to thrive? No. It's just something you can do on your own. You have bosses and employers, but it's up to you to get yourself to the top and make yourself the employer. Сейчас я дойду до нужного места, и на сегодня все. Завтра отдохни. Да не, на 3 часа нормально подрубать на самом-то деле. От 3 часов вообще не устаешь. Когда последний раз в выходной на 3 часа подрубала? Да вот недавно же было, нет? Жесть, здесь прям... Здесь прям... Ядрить твою налево! Fatality. На нас напали! Ох. Правление земли видит вас изъян. Больные колени. Есть такое, да. Годы ходьбы, пригнувшись, не пощадили ваши колени. Они болят и хрустят, но пока вы подкрадываетесь, вы можете терпеть боль. Скорость ходьбы, пригнувшись, плюс 50%. Пригнувшись, вы издаете звук. Врач
радиусе 10 метров, привлекающий внимание врагов. Это хорошо. Но, пожалуй, я откажусь. А то еще сяду и меня запалят. Ай, блин. Так, а если я пройду минное поле? Мне что-то дадут? Оу. 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 Что-то здесь как-то опасненько, нет? Даже добро пожаловать за 30. О май. Would you look at that? Giant hole in their defenses. Unguarded, too. Так, мы куда-то... Мы в запретной зоне. Мы в запретной зоне. Угу. Так, ну поехали, сохраняемся. Ага, здрасте. То есть без ножика я... Фигашка, да? Враг слишком сильный? Да ну! Валим отсюда, ребята. Воу-воу-воу. Life Basics, привет. Это что, отчаявшийся... это я прочитала, господи. Так, а как бы мне тебя обойти так, чтобы ты меня не заметил, пес? О, у меня есть... Нормально вы это... Стелсим. Стелс. 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 Полутай. На-на-на-на-на-на. Порыться. Способность друг природы. У меня нету друга природы. Вот говнина. Электрический пулемет. Вероятность критического попадания. Хорошо. А если я сейчас... Подождите, а если я переоденусь? Форма. Ну-ка, как использовать форма и форма. Меня запалят или нет? Ну-ка, давайте протестим. Походу запалят. Да. А почему я же в форме? Ой, это свой.
Yes for you. Блин, я же хотела только дойти. Ну, как обычно. Воу-воу-воу-воу-воу, братишка. Так, а где наша малышка? Дальше, да? Кто? Я пытаюсь выйти, ребят, но что-то у меня плохо получается. А вторая идея? Гранайт! Жесть, тут руки, ноги чьи-то. Ключ-карта какая-то. Что за ключ-карта? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Осуждаю твой дудос компа, осуждаю. Бою. Can't be too far, I bet. Куда он побежал? Ой, ни хера не вижу, где я там стреляю. Боже, просто мой глаз какой-то орлиный. Какой-то орлиный глаз. Так, что тут вообще можно полутать? Так, это не то. Вот здесь меня интересует, что здесь. Так, опустить мост. Опустить мост. Так, сообщение. Подбодривающее послание, уборка, личный дневник. Ничего годного нет. Максимум запас гаджетов увеличился. Это хорошо. Полутай. На-на-на-на-на. Полутай. Обносим, сегодня мы тебя обносим. И меня снова и опять уносит. О, как же я люблю голод! Лутаем, сегодня мы тебя лутаем. И я опять тебя спасаю. Так, ну мы походу прошли. Да. Сейчас мы пройдем.
Так, ну верстак... я хотела сделать что-то из нижнего для пестика, да? Вот это. Во. Это мы делаем. Кажется, и на тебя надо поносял кастовать. Нет, не надо. Так, легкий пистолет у нас будет... вот. А я вообще на тот пестик-то поставила улучшение или нет? Нет. А чем вот этот лучше от вот этого? Ничем. Кроме улучшения, да? О, хилки, наконец-то. А почему всего 3? У меня же было 7. Ну ладно. Так, ключ-карта от арсенала моста. А где арсенал моста? Ой, надо переодеть, кстати, эту же. Где арсенал моста? Каждый раз, когда вижу Outer Worlds 2, думаю, ну почему не Outer Wilds? Ты хочешь Outer Wilds 2 себе? Или что? Что я не вижу. Ключ-карта есть, а где арсенал моста? Непонятно. Или это та, которая уже была взломана? Вот я сегодня игру похвалила, говорю, в каждом закуточке есть что-то классное, но нет, нету. Restricted area. Ну-ка, сейчас сохранимся. Можно это пройти, интересно, или нет? Да, то я думала, мало ли меня располовинит лазером. Так. Нужно пойти вот этих спасти, да? Хотя нет, стоп, надо все. Надо все. Давайте вот в этот домик зайдем, я сохраняюсь, и на сегодня все. Продолжим завтра. Очень хочу. Мне кажется, у них там хп много, нет? Давайте чуть дальше пройдем, чтобы меня не трогали. Давай, Денисыч, доброй ночки. Да, ребят, будем уже все прощаться на сегодня. Спасибо большое. Figured this ship would have departed by now. You know how Sentinels are. They take their time with traitors and instigators. Do your job as a virtue. Every part is Hostile ahead. What's the play, Commander? Я не могу шотнуть их, капец. Только стреляться получается. Ладно, давай выйдем, сохранимся, до завтра постреляемся. Ой, все, ребятушки. Так, а я сохранилась, да? Вроде да. Спасибо вам сегодня большущее за компанию. Вот, сегодня и посмотрели нашу новиночку, и забугорную новиночку. Короче, куча этих новиночек. Уже заколебали эти новиночки. Дайте жизни без новиночек. Нужно стариночки пройти. Кто сказал, что она не будет играть после отрубалити стрима и пойдет соло играть без нас? Не, я уже устала. Пойду отдыхать. Вот. Спасибо сегодня большущее всем, кто присутствовал. Всем спасибо большое за фоллоу. Всем добро пожаловать. Надеюсь, вам у нас понравится. Кто еще не прожал фоллоу, прожимайте, чтобы нас не потерять. Мы стримим разные игры. Спасибо большое, кто покупал мемкоины, ресабился на бусти. За ресабы на Твиче спасибо большое Алоэ. За донаты спасибо большое Мецабиненцу, Алоэ, Тиму.
И все, да. Вот, вроде все, да. Напоминаю, что завтра у нас конец розыгрыша с Black Ice'ом. Это тот хоррор, который мы сегодня играли. И завтра я запущу новый розыгрыш. Как раз по этой игре недавно то ли анонсировали DLC, то ли DLC вышло. Вот, поэтому должно быть интересно. Ну, уже благословлять на лурк я не буду, уже конец стрима. Вот, спасибо вам, что были сегодня со мной, спасибо за компанию. Не знаю, будет завтра стрим или нет, в любом случае все анонсы будут в телеге. Вот, все. Люблю, целую, обнимаю, обожаю, доброй ноченьки желаю. Увидимся с вами завтра или послезавтра на канале Леона Кики.